Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Челябинской области. Дорогие дамы, мы поздравляем вас с Международным женским днем и желаем весеннего настроения, улыбок, любви и тепла в душе. Дамы и господа, через несколько минут мы начнем соревнования по произвольной программе среди спортивных пар. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото- и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед. И напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Татьяна Рашевская, Белгород. Судья номер 3 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 4 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 5 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 6 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 7 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Встречаем на льду участников первой группы. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Вероника Меренкова, Даниил Галимов, Краснодарский край. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются прямые трансляции Первого канала из Челябинска, где проходит финал Гран-при по фигурному катанию. В парном катании сегодня произвольная программа. И все, что будет происходить сегодня на льду и в этом дворце спорта, и в эфире, конечно же, в праздничном настроении, потому что сегодня 8 марта, потому что этот день самый красивый в году, полный весны, полный любви к женщинам, на самом деле ко всем. Василий Соловьев и Максим Троньком поздравляют всех женщин, которые и девушек, и девочек, которые слушают нас в прямом эфире на этих очень волнующих соревнованиях. Здравствуйте, да, хочется присоединиться к поздравлениям. Вы самые светлые, что у нас есть, наши дорогие женщины, поэтому мы вас поздравляем от всей души с этим весенним праздником. И в Челябинске, кстати, настоящая весенняя погода. Сегодня очень тепло, солнечно. И надеюсь, что также будет и у нас на соревнованиях тепло, солнечно. И что все спортсмены будут для вас кататься сегодня чисто и здорово. Ну, чувствуется праздник, но есть еще один важный момент, важная дата, потому что сегодня, 8 марта, исполняется 85 лет выдающемуся тренеру
и в свое время потрясающему парнику Алексею Николаевичу Мишину. Сегодня он с утра здесь на стадионе, на тренировках вместе со своим тренерским штабом, со своей супругой, со своими учениками. Счастливейший человек. Вместе с Тамарой Москвиной, напоминаю вам, в 69 году они были серебряными призерами чемпионата мира, в 68-м серебряными призерами чемпионата Европы. Вот такая у него была спортивная судьба, ну а тренерская вы все знаете прекрасно сами. Да, действительно, Алексей Николаевич Мишин и Тамара Николаевна – это такой золотой фонд нашего парного катания. И что удивительно, Тамара Николаевна, поделили они, скажем так, тренерские мостики. Тамара Николаевна стала великим тренером в парном катании, а Алексей Николаевич великим тренером одиночников. Но это при том, что Тамара Николаевна с Игорем Борисовичем-то еще сражались тоже в одиночном там катании. У каждого были свои ученики, даже были интересные такие у них свои семейные сражения. Но это уже другая история. Давайте возвращаться к парам, которые на льду. Сегодня у них произвольная программа, и после короткой, конечно же, интрига зашкаливает, совершенно сумасшедшая. Но мы не будем сейчас говорить о чемпионских парах, которые будут выступать в следующей группе. Начнем с представления Валерия Хадыкина, Максим Бутенко. Даниил Бутенко. Ой, Даниил Максимович Бутенко, он где съехал. Даниил Бутенко. 8-е место занимают с таким еще отрывом сумасшедшим. 57 у них баллов. Как так получилось, что вот... Что с настроем у ребят? Да, все было в порядке. Мне кажется, что просто ребята, наверное, довольно поздно узнали, что они будут участвовать в этих соревнованиях. Должна была быть здесь другая пара. Это Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Но они снялись. И вот запасными попали Валерия и Даниил. И мне кажется, может быть, где-то у них подготовка более скомканная была. Потому что весь сезон ребята очень уверенно катали свою короткую программу. Это новый дуэт, они первый сезон вместе выступают. И в короткой программе не получилось выполнить выброс у этой пары. Всего 2 пары не справились с выбросом. И как раз и Вероника Миренкова, Даниил Галимов из Краснодарского края, которые следом выйдут на лед, тоже с этим элементом не подружились в короткой программе. Поэтому это 2 пары, которые будут открывать первую разминку. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов с количеством таким ненужным ошибок в короткой программе. Третьими выйдут на этот лед. Казалось бы, уверенно начали они свою короткую программу, но и на прыжке, и на выбросе были допущены помарки. И как следствие из 4 пар, представляющих Пермский край, они, к сожалению, последние, а в этой разминке 3-й. Ну и Таисия Щербинина, Артем Петров, вчерашние юниоры, закроют эту разминку первую. Они классно откатали свою короткую программу, но конкуренция в парах настолько высока, что с чистейшей короткой ребята все-таки оказались в разминке первой. Хотя, конечно, могли претендовать и на разминку сильнейшую, вторую. Ну, таким образом, по сравнению с юниорскими соревнованиями, у нас намного более разношерстная компания. Тренерская, конечно, на этих соревнованиях. Здесь представлены и Пермская школа, и школа Тутберидзе, и Питерская школа, и Федор Климов, конечно. Такое более разнообразное представление о том, что происходит у нас в стране. Потому что, если посмотреть юниорские соревнования, такое впечатление, что все, кроме школы Тутберидзе, вообще больше ничего не существует. Ну, в парном катании, да, как-то очень развивается эта дисциплина, парное катание. И вот 6 пар на юниорском первенстве было из центра фигурного катания Тели Тутберидзе. И в финале Гран-при тоже сразу 6 пар представляли из 8 этот тренерский штаб. А здесь же только Байкова-Козловский из взрослых ребят, но мы их увидим уже во второй разминке. Также здесь Москва представлена Викторией Шляховой, это каток вдохновения, на котором когда-то и Федор Климов, который сейчас уборщика Краснодарский край представляет, и я тренировались. Конечно, Пермская школа, сразу 4 пары, это Павел Сусаренко и его команда. Вот, в общем-то, и весь цвет, который парного катания, который собран здесь, в Челябинске. Для исполнения произвольной программы
На лед приглашаются Валерия Произвольную Хадыкина, программу в Даниил своем Бутенко. дебютном Москва. совместном сезоне исполняют Валерия Хадыкин и Даниил Бутенко. Открывают эти соревнования из-за сложного старта в короткой программе. В произвольной они представят времена года в современной обработке. Спортсмены очень перспективные и интересные, и их программа, конечно, увлекает. Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко. Ну, как думаешь, это вот такой специфический стресс сработал сейчас на частоту этого проката? Или все-таки они органично к концу сезона значительно прибавили?
Я думаю, что ребята абсолютно точно прибавили и в катании, и в технике. Это, повторюсь, новый дуэт. Первый сезон вместе выступают. И вот к концу сезона как будто бы ребята уже и скатались. Действительно, сегодня очень уверенная произвольная программа. Настоящий подарок на 8 марта. И зрителям, и себе сделала Валерия. Они так радостно завершали этот прокат, что просто сияли счастьем, когда все прошло хорошо. Да, действительно, не блестяще, но хорошо, потому что все-таки были небольшие огрехи, небольшие потери в баллах в этой программе. Была ошибка допущена и на одном из выбросов касания свободной ногой, и еще недокрутная техническая бригада на параллельном тройном тулупе. Не там, где мы предполагали, да? Можно было предположить какие-то недокруты как раз на каскаде, а нашли там. Молодцы. Вот мы видим подкрутку, хорошая амплитудная подкрутка 3-го уровня. Тот самый каскад, который тоже просматривала техническая бригада. Это параллельный тройной Ридбергер, Ойлер, тройной Сальхов. И вот он, тулуп. Ребята справились хорошо и с силовыми элементами, и с поддержками, и с выбросами. Вот здесь как раз была ошибка. Видите вы, что свободная нога касается льда. Это сразу же отражается на судейской оценке. Отминусован немножечко будет этот элемент. Ну, а Ридбергер здесь поборолась, Валерия, и хорошо его выполнила. Поддержка Луц. Не часто ее теперь увидишь на соревнованиях, потому что не так дорого она стоит. Конечно, ребятам, чтобы усложняться, нужно делать поддержку 5-й группы с другим входом, с более сложным, например, Ласса. Потому что Луц уже, как говорится, только юниоры, и то не первого эшелона делают. Не самая дорогая поддержка. Но для первого сезона, конечно, можно и ее использовать в произвольной программе. Молодцы, ребята. Спасибо им огромное за такое начало этих соревнований. Надеемся, что сегодня у нас будет состязание чистоты исполнения, а не какая-то другая форма соревнований. За исполнение произвольной программы Валерия Калыгина, Даниил Бутенко набирают 122,97 баллов. Их сумма почти 180 баллов. Прекрасное начало дня. Для исполнения произвольной программы Крис Айзек и Аха в произвольной программе прозвучит у Вероники Миренковой и Даниила Галимова. Свои произвольные они обычно исполняют Ридбергер. Очень надеемся на чистый прокат по сравнению с короткой программой. Save
Ну вот обычно такая яркая заводная пара Вероника Меренкова и Даниил Галимов. И всегда как-то стараются при любых обстоятельствах, даже самых неприятных, как не унывать. И сегодня даже пытались, но настолько нахлынуло количество ошибок и прям катастрофических, что уже было не до настроения. Печально, печально. Да, действительно, этот старт ребята себе в актив точно занести не могут, потому что весь сезон они радовали нас хорошими прокатами. Это их первый взрослый сезон. Но вот до конца сезона немножко не дотянули. Все-таки это сложно переходить из юниоров во взрослые. И сегодня не лучший прокат произвольной программы. И недокруты на прыжках, и явные ошибки на выездах. Из координационных элементов здорово был выполнен только подкрут и один из выбросов. Все остальное так или иначе было сорвано. И говорить уже о том, что еще и третью поддержку за прихватом за бедро у ребят не получилось выполнить, поэтому ошибок очень много. Вот мы видим параллельный Ридбергер. И у Вероники, к сожалению, не докрут. Он был абсолютно явный. И тут даже у тех бригады вопросов не возникло, как и у меня, собственно. Вот это один из тех элементов, который был здорово выполнен. Выброс флип. Параллельный тройной сальхов. Ошибка на выезде. Двукратная тройка, потом двойной аксель. Уже с таким неясным приземлением. Ну и здесь вообще на ход вперед. То есть это полоборота, практически не докрут. На втором двойном акселе, конечно же, тоже каскад явно не в плюсовой зоне и сильно будет понижен по стоимости. Здесь никакого шанса не было приземлить этот выброс. У Вероники сильно ушел корпус назад по отношению к оси и падение. Ну и вот это, конечно, абсолютно непонятная мне ошибка. Почему это случилось, объяснить, наверное, сможет только сам Даниль. Видим, мы расстроен партнер. Потому что когда ты срываешь поддержки, это всегда вина партнера, что бы там ни было. Поэтому и извиняется. Прости, говорит своей партнерше. Мне кажется, на всех хватило ошибок, не только на партнера, но партнер, конечно, как человек ответственный, должен нести, да, на себе весь груз всегда. Единственный невозмутимый человек у нас справа. И с этого Олимпийский дня все чемпион было Федор прекрасно Климов. просто. Спасибо вам всем за поддержку. Выдержал все посмотрел, будет делать выводы уже на тренировках. Да, это серьезное отставание от своих конкурентов, и они занимают последнюю строчку на данный момент.
Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Произвольную Юлия программу Артемьева, под музыку Алексей Брюханов, Балаша Хаваши, Пермский Терра край. Росса будет исполнять Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, спортсмены, которые выиграли 2 бронзовые медали на этапах серии Гран-при и были 4-ми на чемпионате России. Настолько плотно они подобрались к лидерам. Но сейчас, на данный момент, после короткой программы, они всего лишь 6-е. Очень красиво, очень трогательно. Удивительно эта музыка, да, как будто ее даже монтировать не нужно было для этого выступления. Настолько она здорово ложится и настолько она разнообразна и дает разное настроение, от хрупкости до какой-то эмоциональности. Очень подходит это и музыка, и вообще эта постановка ребятам. Браво Сергею Плишкину.
который придумал эту программу, поставил эту программу. И, честно признаюсь, это моя любимая произвольная в этом сезоне у парников. Именно вот по постановке, по музыке. Все понятно. Такое классическое парное катание российское. Стильные костюмы, вот это вот пастельная Да, гамма. вот Всегда пишут друг такое. другу письма, ребята, Да. на льду, отправляют их, Получают. их. Читают. Открытки на 8 марта, Да, может быть. И радуются тому, что там написано. Да, действительно такая прям ода любви, и ребята очень органичны в этих образах. Встречают и Сергей Плишкин, и Павел Слюсаренко, Егор Закроев, своих подопечных. Конечно, все довольны, потому что практически программа была выполнена безукоризненно, если не брать ошибку на стартовом каскаде, который сейчас на наших экранах. В отличие от короткой программы, очень уверенно с Сальховым справились ребята. Там Юля допустила ошибку. Потом одинарный аксель, это так и запланировано было. И двойной аксель. Здесь мы видим на приземлении небольшой недокрут и грубая ошибка с касания льда рукой. Очень легкая подкрутка с хорошим выездом, без потери хода. Параллельный тройной тулуп тоже очень уверенно был выполнен. Выброс флип тоже, в отличие от короткой программы, где был допущен степ-аут, сегодня абсолютно идеальный. Видимо, тот день, который у ребят был выходной между короткой и произвольной, ребята все-таки посвятили тому, чтобы наладить элементы. Так удобно, кстати, когда есть дополнительный день? Это индивидуально, кто как любит. Я очень любил выходной. Чаще слышу, что лучше подряд выступать, ребятам больше нравится, но нам с Татьяной этот выходной день всегда помогал как-то отключиться, перезагрузиться. И мы всегда гораздо легче и лучше катали произвольную с днем выходным. Очень романтическая классика. Может быть, не назовешь такую программу какой-то экстраординарно современно прорывной, но зато она все равно в своей классической интерпретации очень свежа. 68-68. Разделяю твою любовь к этой программе. Там галка стоит на аксе? Или это плюсик? Я не вижу, нет, по-моему, плюсик. Хотя мы- Разглядывают оценки, которые также есть на ваших экранах. Всего лишь 2 минуса у них за всю программу произошли. В остальном в зеленой зоне спортсмены находятся. Ну и, конечно же, занимают на данный момент первое место. Вышли за 200 баллов. А мы уже на черепе было 200. Первые по 200. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Таисия Щербинина, Артем Петров. В завершении первой группы участников Таисия Щербинина, Артем Петров. Та самая Таисия, которая в начале нашей трансляции посылала такие волшебные воздушные поцелуи, праздничные, сегодня 8-мартовские. Вчерашние юниоры сегодня прекрасно выступают во взрослом катании. And bring back your love someday. I will be there. I will be there.
Таисия Щербинина, Артем Петров. По-моему, очень боевая девушка, конечно, Таисия. И такой непростой прокат под хит нашего с тобой детства. Да, действительно. Сложный прокат, и всегда сложно находить слова, когда симпатизируешь ребятам. Я в трансляциях не раз говорил, что Таисия в перспективе может стать одной из лучших парниц мира, потому что и по антропометрии, и по хореографии очень сильная фигуристка и многое умеет. Хочется пожелать ребятам развития какого-то все-таки уже во взрослом парном катании, более уверенного исполнения силовых элементов, потому что поддержки, ну, мне волнительно смотреть за поворотами у Артема, и как-то я переживаю за Таисию наверху, потому что очень неуверенно В чем выполняются проходы. обычно причина кроется в неотработанной технике или в недостаточной физике в такой ситуации? Вот то, что тебя волнует. По-разному бывает. Бывает, что и где-то физически пока не дотягивает, еще молодой парень, растущий организм. Бывает, где-то уверенности не хватает, наглости, напора. Да и просто владение телом и коньком, это же все нарабатывается. Парное катание довольно сложный вид, технический. Многому нужно учиться, многое нужно уметь, и соединять и силу, и координацию. Тройная подкрутка 3-го уровня достойно была выполнена. Вот на каскаде была ошибка. Сразу же здесь на двойном акселе, на ход вперед. И А третьем акселе на третьем акселе, да, пришлось забыть сразу же включаться дальше в программу. Тулуп здесь уже Таисия просто браво поборолась. Летела совсем не в оси, но, тем не менее, вытащила этот элемент. Но не вытащила выброс Ридбергер. Здесь степ-аут тоже ошибка. Много было мелких ошибок допущено. Что тут говорить. С этим выбросом все в порядке. Это выброс флип. И мы видим, как отрабатывает на выезде. Хореографически зарабатывает те самые плюсики от судей. Но это серфинг от Павла Слюсаренко. Вот такие у нас вчерашние Всем юниоры. привет. Все дамы. Да, серебряные С 8 призеры марта. первенства прошлого года. Поздравляют с 8 марта еще раз и ребята из Кисенкрай. Наших женщин. Всем спасибо за поддержку. Пермь, привет. С праздником. Ну что ж, всем привет в Перми. И оценки свои ребята уже видели. Недобор в районе 6 баллов до Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова в общей сложности. И они на второй строчке. А впереди вторая группа участников. Встречаем на льду участников второй группы. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена 6-минутная разминка. Гудит Челябинск, гудит дворец спорта «Трактор», где проходит сегодня финал Гран-при России по фигурному катанию. В парном катании произвольная программа, и во второй группе лучшие пары России. Безусловно, в каком-то
сумасшедшем совершенно столкновении, да, которое обеспечивает максимальную интригу, соревнования высшего уровня драматизма и в том числе и техники. Как ты вообще оцениваешь вот то, что происходит? Ну, это популярная тема, невозможно о ней не говорить, по поводу четверных выбросов и такой вот гонки четверных выбросов, которая нам в том числе вроде сегодня предстоит. Обе же пары лидирующие будут их исполнять. Ну, конечно, мы поживем увидим. Я думаю, что Дима с Сашей точно должны пойти на четверной выброс Сальхов, потому что в этом сезоне они его не просто делали попытки, а даже на чемпионате страны очень уверенно приземлили. Что касается Анастасии и Александра, видели мы попытку четверного выброса и очень достойные попытки на прыжковом чемпионате. Но в программе пока ребята этим нас не баловали. Поэтому не будем загадывать, нужно ждать и смотреть. Плюс на лед они выйдут, Анастасия с Александром выйдут после Саши с Димой. И они еще и стратегически могут, они уже будут знать, как откатались ребята. И вставлять или не вставлять четверной выброс тоже это стратегия. То есть если там будет успех, то нужно делать. А если там что-то не получится, то можно не рисковать и получить гораздо больше баллов за прекрасно выполненный тройной. Отличная стратегия и вполне себе логичная. Первыми будут кататься Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Они четвертые после короткой программы. Это также пара из Перми, где работают вместе вот с этой выдающейся тренерской бригадой. На соревнованиях в этом сезоне они один раз были на пьедестале в Магнитогорске, но затем вот не довелось, хотя короткая программа на чемпионате России у Елизаветы и Артема закончилась третьим результатом, но, к сожалению, в произвольной провалились. Но это вот для них такой был почти обычный процесс на соревнованиях в этом году. Затем будут кататься выдающиеся уже, мне кажется, пермяки в плане и презентации, и техники, и вот какой-то слаженности сумасшедшей. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, которые стали бронзовыми призерами на чемпионате России, причем вторыми были в результате произвольного катания, но вот по сумме оказались всего лишь третьими. Помешала им чуть-чуть короткая программа, где они были четвертыми. И это чрезвычайно важный для них сезон, посттравматический, можно сказать, когда был предыдущий сезон практически весь пропущен. И вот сейчас в таком блестящем совершенно стиле они здесь находятся. Ну и две лидирующие пары. Напоминаю вам, что отрыв у третьей и четвертой пары между собой 3 балла, а вот у первой и второй отрыв между ними всего лишь 1/100. И это, конечно, чрезвычайно забавные казусы системы вот этой вот бальной, но без этого никуда не денешься. Сотые, они на то сотые и есть. Отрыв от третьего места в то же время целых 5 баллов. Не знаю, как это скажется на настроении Александра и Дмитрия. Им кататься первыми в своей программе ученикам Станислава Морозова из школы Этери Тутберидзе. Ну, а по поводу стратегии Анастасии Мишиной и Александра Галямова, вот это тренер Тамара Москвина, здесь рядышком с нашей комментаторской позицией работает со своими спортсменами. Ого! Пока мы с вами смотрели на Анастасию и Александра, ребята исполнили выброс. Как у них сейчас выброс прошел? Да, с ошибкой был выполнен четверной выброс, но без падения, степ-аут. Рабочий вариант для разминки, для 6-минутной. Конечно, хотелось бы и на одну ногу сделать для уверенности, но и такой амплитудный у них этот элемент, что удержать эту одну ногу Саше стоит каких-то героических усилий, мне кажется, потому что выброс действительно в полкатка, пролетный, на огромной высоте Саша летит в нем, что всегда так прямо замирает зал, замирает. Я думаю, что и Дима замирает, когда кидает Сашу в четверной выброс. С 8 марта вас, дорогие наши девушки, жены, дочери
И все. Тамара Николаевна получает тоже у нас сердечки от зрителей. Ну, рассматриваем ли мы вот нынешний сезон именно как дуэль? Так ли получается? Или все-таки у всех была какая-то возможность, ну, не у всех, а у некоторых вклиниться вот в эти взаимоотношения лидирующих пар, но просто не использовали эти возможности пока? Или дуэль. Вот только Ну, две. мне кажется, что пока только сами спортсмены могут проиграть кому-то другому своим плохим катанием, а так, конечно, пока подтягиваются те же Катя с Матвеем к лидирующей вот этой двойке. Но как-то вот у нас уже классика такая в парном катании в противостоянии этих двух дуэтов. Это 4-летие. Да, очень долго и очень продуктивно. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Елизавета Осокина. Очень красивая Артем пара. Грицаенко. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Она из Казани, он из Челябинска. Тренируется в Перми. И 4-е место после короткой программы для того, чтобы в произвольной продемонстрировать свое классическое драматическое танго Роксаны. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Me dejaste en un tango. El alma se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas más. Feel
Такая забавная, конечно, закономерность, что с одной стороны неудачи добавляют драмы, с другой стороны именно драматизма все равно добавляет только чистый прокат. Поэтому мы, безусловно, сейчас все испереживались, но вот получить удовольствие именно от драматической составляющей этого проката не смогли. Все подразвалилось. Да, уже не первый раз в этом сезоне у ребят шикарно просто получается короткая программа. Я рассыпаюсь в комплиментах именно после этого вида первого дня соревнований. И, к сожалению, всегда мне приходится оправдываться после произвольных программ этих ребят, что на чемпионате России не получилось откатать эту программу чисто, что и также и на финале Гран-при. Здесь челябинский лед, родной лед Артема, который сейчас слышит слова поддержки. А как вот так бывает? Может, некомфортная программа как-то сложилась по творчеству, эмоционально? Раз за разом. Так обидно. Такая красивая пара. Да, к сожалению, тот же прыжок, который шикарно был выполнен в короткой. Или все-таки тулуп? Я, честно говоря, сейчас стал сомневаться в своих словах. Но Сальхов, как и на чемпионате России, не получился. То есть падение сразу же после первого же прыжка. Хотя стартовый каскад, вот этот из тройного тулупа и двух двойных акселей, казалось бы, должен был ребят зарядить на хороший прокат. После этого очень уверенно. Это коронный элемент этой пары. Подкрут 4-го уровня. И вот здесь очень обидное падение. Немножко как будто не докрутила свой прыжок Лиза. Ну, а Артем ограничился вообще двойным. Поэтому очень много теряют здесь, конечно, ребята. И выброс Ридбергер уже как будто бы сил не хватило. Рывком совсем не вышла наверх на нужную высоту Елизавета. И тоже падение. Обычно более амплитудные у них эти выбросы. Но сегодня хватило только для того, чтобы вкрутиться туда, а спасти уже было очень сложно. Но, наверное, самая обидная ошибка — это совместное вращение. Последние элементы, там совсем силы ребят покинули. И вообще 0 получат они за этот элемент, потому что что-то непонятное происходило после смены ноги. На двух ногах вращался Артем и пытался все-таки потом и на одной ноге продолжить вращение. Но тем не менее 0. Да, и В такая... судейских протоколах вот мы видим этот элемент на последний. Он Сейчас даже не на наших экранах. обозначен, белая строка. На самом деле там должно было быть обращение. И неловкая пауза потом до окончания музыки. Они на третьем месте на данный момент, вслед за Щербининой и Петровым. И в своем краевом соревновании пока на последнем среди пермяков. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Очень по-прежнему можно называть перспективная в плане восхождения пара, потому что впереди у них постоянно маячат еще 2 строчки. Все время бронза, бронза, бронза. И вот сейчас они в очередном сражении в финале Гран-при.
Шикарная, конечно, пара. Мощная, красивая. Но вот для того, чтобы ворваться в борьбу элиты, все нужно делать прямо идеально. Да, действительно, нужны чистые прокаты, нужно завоевывать это уважение у судей. Пока что, конечно, любовь зрителей и симпатии нас, комментаторов. Но дело в том, что элементы делать нужно. Элементы делать нужно и делать их чисто. К сожалению, сегодня была и грубая ошибка, и были мелкие ошибки, которые мы сейчас разберем на повторах. Тем не менее, это был очень мощный прокат. Классная программа и классные ребята мощно катаются на хорошем ходу, на хорошей скорости. Эффектные элементы и очень яркая точка. То есть даже вот это совместное вращение, которое, например, у предыдущей пары вообще 0. А здесь с классными надбавками, потому что с интересными позициями на хорошей скорости выполняется, с интересным заходом. Сразу же после поддержки во вращательную на одной ноге уходит часть. И, конечно, это все очень и очень ценится и хорошо отплюсовывается судьями. Ну, по реакции зала можно понять, как любят ребят. Реакция абсолютно переполненного зала. Ни одного свободного места. Начали здорово с каскада. И ребята тоже ничего, стартовали на тренерской позиции. Скоро им тоже надо будет оценки выставлять. Сколько нервов тратит, конечно, этот тренерский штаб. Сразу 4 пары подряд выводить. Это, конечно, огромные эмоциональные перегрузки. Вот, наверное, ошибка номер 1. Это приземление с выброса. Мы видим касание свободной ногой. Он, да, в плюсовой зоне этот выброс остается, но, тем не менее, не так сильно отплюсован, как это могло бы быть. Здесь двойной только тулуп у Катюши. И, к сожалению, потеря баллов будет тоже колоссальная. И сразу же в минусовую зону он уходит. Этот элемент. Очень много интересных, ярких находок. Это хореопоследовательность. Тоже очень оригинальное положение. И вот второй выброс, и практически та же самая ошибка. То есть и здесь тоже касание мы видим ногой, и оно такое уже более явное. Прям бил конек опорной ноги, и, конечно, пришлось страховаться. Но этот элемент, он даже в минус будет, наверное, все-таки. Вот все-таки оценен. Это какое-то другое касание ноги было на первом выбросе? Есть, когда опора, прям явная опора, то это карается серьезно. Если так чиркнули чуть-чуть, то если выброс большой, высокий, как у ребят, то на это судьи делают акцент на пролет, на высоту, что приземлиться действительно сложно, и тогда это не так сильно карается. А когда опора, прям ты используешь ногу для того, чтобы не те самые классические две ноги при приземлении, это все-таки другое. Ну, конечно же, они на вершине турнирной таблицы, у них 216 баллов, но вот для какого места итогового хватит этих баллов, мы узнаем через несколько минут. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Александра Байкова, Дмитрий Козловский. Трехкратные чемпионы России в этом году, в том числе выигравшие 2 турнира серии Гран-при, в том числе у своих главных оппонентов Мишина и Галямова. Александра Байкова и Дмитрий Козловский, ученики Станислава Морозова, на второй позиции номинально, но на самом-то деле, все мы понимаем, 1/100. Считай, в равной ситуации находятся эти соперники. И вот первая программа.
Александра Байкова, Дмитрий Козловский. Мы на одном только этом выбросе четверном испытали американские горки, потому что были в полной уверенности, что они его сделали уже. И нет. Да, я уже просто начал аплодировать, потому что думал, что Саша его вот прямо сейчас уже вытащит. Прям встала она на одну ногу, но, к сожалению, не удержала и падение. И это очень обидно, потому что этот четверной выброс, он такой сложный, но он стоит не так дорого, всего 6,50, а с падением это будет 3,25 и, конечно, большая потеря баллов. Находит на одном из двойных акселей в каскаде еще и недокрут у Саши. Конечно, сейчас техническая оценка немножко будет падать. И Тодос опускается на первый уровень. На первый? Ничего себе. Очень странно. Мы удивились, когда второй-то был по протоколу, который находится перед нашими глазами. Слушай, ну а вот сейчас, когда исполнялась эта программа, ну, можно ли сказать, что это был какой-то пиковый прокат у них сегодня? Ну, если даже вот отбросить четверной, потому что мне показалось, что вот у них, когда они раньше делали поддержку, то прям вот через... Саша тоже. Ну, через весь короткий борт они делали поддержку, а сейчас так как-то все покороче было немножко, скорости как будто было меньше. Или нет? Ну, прокат может быть не самый мощный, который ребята в этом сезоне выдавали, но тем не менее я не могу сказать. Уровень понятно, что высочайший, но я имею в виду по сравнению с ними же. Ну да, сегодня такой более рабочий, наверное, где-то прокат был, но все-таки ребята молодцы, они справились практически со всеми элементами, кроме этого четверного выброса. Пусть здесь на каскаде и техбригада минусует, ставит кушечку, недокрутик на одном из акселей. Вот он четверной, ровный, весь в оси, все уже одна нога и падение, к сожалению. Ну, да, белым абсолютно стоял Станислав и ждал этого выброса. Прям было видно, как он замер весь. Ну, весь зал замер. А вместе с ними очень хорошая подкрутка у ребят стала. И Стас такой специалист как раз по этому элементу. Здорово обучает ему. И у ребят улучшился этот элемент. Как и выброс флип, который в конце программы был очень уверенно здорово сделан. Но настроение Александра держит. А вот что все-таки с Тодосом-то где в 3 уровня потеряли? Высоко, может быть, посмотрели, что Саша высоко находится. Он высоковатый, но я бы не сказал, что это первый уровень. По мне, 3-й. Уж как-то очень жестко у нас судят. И я смотрел Олимпийские игры, как пары выполняют эти Тодосы. И так жестко, как у нас, техбригады, мне кажется, нигде не судят на международных соревнованиях. Видимо, готовят к какому-то головокружительному международному старту в будущем. Такое ощущение, что нам, спортсменам, ну, когда между собой наши ребята соревнуются, уровни гораздо сложнее будет набирать, если когда мы вернемся. Станислав Морозов, Максим Болотин и всей группе Этери Тутберидзе. Волнение и... Они опережают на 8 баллов Чекмарева и Янченкова. Это предсказуемо. Но 224 балла теперь ориентир для их мощнейших конкурентов. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Анастасия Мишина, Александр Галямов, также трехкратные чемпионы России, но мы помним и их головокружительное прошлое, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Олимпийские игры. Все это у этих спортсменов позади, а впереди несколько минут произвольного катания под Элвиса Пресли. If you look
looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name Marie. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it hard, because I'm evil. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Yeah. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't nothing but a rabbit, and you ain't no friend of mine. But I said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit, and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit, you ain't no friend of mine. И это очень непростые соревнования мы сегодня с вами наблюдаем. Анастасия Мишина, Александр Галямов завершают произвольное катание в финале Гран-при. И, если казалось, что для Александра и Дмитрия тяжелой была программа, то для Анастасии и Александра, мне кажется, прям ох. Мне кажется, что я теперь точно увидел все в этой жизни, даже как Анастасия Мишина срывает выброс. Это для меня вообще какой-то... Что? Я просто не готов даже к этому был, потому что если они едут на выброс, Настя 100% делает. Тут падение, потом степ-аут, там 2 ноги. Конечно, ошибок было много, и как будто бы по скорости тоже немножко просели где-то в моменте ребята. Был ли сегодня хоть один чистый прокат, Максим, чтобы не было красненького на оценках?
не говоря уже о падениях. Не было ни одного чистого проката. Представляешь, сегодня вот это турнир. Тамара Николаевна. Ну, самый чистый прокат как будто бы Артемий Брюханов показали, потому что там только одна ошибка была на приземлении с прыжка. А в остальном, конечно, пары сегодня не сказать, чтобы очень порадовали нас. Давайте я это подержу. Ох, ну давайте посмотрим в тонкостях, потому что здесь борьба идет тоже за каждый балл, за каждую сотую. И мы вот обратили внимание, ну, падение с выброса, там падение с четверного выброса и итоговая оценка 3,50. Здесь падение с тройного выброса, оценка 2,50. То есть не шибко-то это и влияет, да, на ситуацию, потому что в тот же Тодос, у нас тут другая картина нарисовывается. Судьи ставят 3-й уровень за Тодос. А значит, где-то они уже сразу сравнялись вот здесь по баллу. вот это очень неприятное падение, как слетает конек на бедро и прям под борт к нам. Больно. Сюда под комментаторский пульт слетела Настя. И мы видим, что спортсмены-парники понимают, как это больно и как это неприятно. Это, по-моему, любой человек, у которого ноги есть, сейчас понял. С прыжками привычно ребята справились. Да, вот на данный момент в судейском протоколе 3-й уровень стоит у Тодоса. То есть эта оценка будет выше, чем у Байкова и Козловского за этот элемент, который у них был. Это, кстати, казус вот этот. Вот хорошо, что нам операторы поймали в момент произвольной программы. У ребят цепочка у Саши зацепилась за платье Анастасии, но хорошо, что быстро вышли из ситуации, отцепились и продолжили свой прокат. Разница в Тодосах тоже 1 балл, честно и говоря. вот ошибка на 2 ноги. Степ-аут. А вот это уже последняя минус. ошибка. Это вот та, которая, наверное, все. Но здесь видно на 2 ноги. Это опора, просто четкая опора свободной ногой на лед. То есть это не чирк, а это прямо встала на 2 ноги, поэтому это сразу же и у судей тоже в минус уходит элемент. Хо-хо-хо. Вот она. Мощнейшая дуэль этого сезона и заканчивается таким образом практически. Она закончится, скорее всего, так же, как чемпионат России, потому что и произвольную программу, я думаю, что Янченкову тоже, Чекмареву Янченкову произвольную программу, наверное, ребята тоже проиграют. И как и на чемпионате России, малая серебряная медаль. Но мы уже видим, что по технике оценка на 3 балла меньше у Мишина и Галямова. И также они уступают в оценке по компонентам. Таким образом, проигрывая 4,75 балла, становятся вторыми. А на первом месте Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Которые ликуют и радуются в грин-руме. Привычно пойдут поздравлять своего тренера Станислава Морозова, который в этом сезоне просто перевернул картину в парном катании, вернувшись на тренерский мостик и одержал победу на всех основных турнирах этого года. Но небольшие 2 молодцы. этапа серии Гран-при ребята выиграли. Финал Гран-при выиграли и являются чемпионами России. И четверной выброс здесь, по-моему, не тот инструмент, который делает эту победу, а совсем другие вещи. Но он тоже в перспективном развитии важен. Но хочется поздравить и Анастасию Мишину и Александра Галямова, потому что очень сложный сезон. Действительно было тяжело. После травмы Саша восстанавливался. И, конечно же, желаем им здоровья, чтобы это межсезонье хорошо прошло. И дальше они радовали своих болельщиков. Ну а сейчас интервью с победителями этого турнира. Первыми победителями на сегодня во взрослом разряде. Ну что ж, всем добрый день. Позади уже произвольные программы в парном катании. Конечно же, в первую очередь хочется поздравить абсолютно всех наших замечательных вторых половинок. Мам, жен, сестер, бабушек, дочек, всех-всех с Международным женским днем, конечно, с днем весны. Хотелось бы, чтобы снег поскорее растаял и все-таки солнышко окутало нас своими объятиями. Но, возвращаясь к финалу Гран-при, который проходит в эти дни в Челябинске, конечно, с нами
сейчас в Киссинг-Край, собственно, в том месте, где порой спортсмены плачут или радуются как раз те спортсмены, у которых золотая медаль еще и финала Гран-при. Александра Байкова и Дмитрий Козловский вместе с нами. И также, конечно, неоднократная чемпионка мира и Европы Женя Медведева. И первый вопрос хочется задать. Во-первых, мы, конечно же, вас поздравляем. Очередная золотая медаль после золотой медали чемпионата России. Но вопрос состоит в том, что и на чемпионате России, и здесь не обошлось без ошибок. С чем вы связываете все-таки не столь чистое катание? С попыткой исполнить четверной сальхов, упором на этот элемент? Или все же, например, большой перерыв между чемпионатом России и финалом Гран-при? Ваши эмоции после проката и все же почему? Ну, хочется сказать, что все старты друг от друга отличаются, отличается подготовка к различным турнирам. Но у нас наблюдается очевидный прогресс. Мы понимаем, что четверной выброс — это элемент очень рискованный, и вероятность ошибки на нем очень-очень велика. И что касается этого турнира, в принципе, если не считать четверного выброса, со всеми элементами мы справились на очень хорошем уровне. На предыдущих как раз турнирах ошибки у нас наблюдались именно на сторонних элементах. Но я могу сказать, что этот турнир для нас прошел очень-очень хорошо. Мы показывали хорошее катание, хорошие качественные элементы. И в целом я очень доволен именно в первую очередь даже не результатом, а тем, как у нас получилось презентовать эти программы. Ну и хочется отметить, что в этом сезоне мы с Сашей выиграли все основные турниры. И для нас это очень важно. А говорите, что не важны места. Ну, конечно, важны. Без вариантов. Мы, в конце концов, за что медали-то получаем? За места. Почему нас помнят как спортсменов? Помнят это те, кто уже закончил, а вас знают. Мы пока еще в игре. Ну, кто-то, может быть, уже не смотрит фигурное катание, поэтому просто помнит нас. Но если учитывать то, что этот турнир один из заключительных турниров в этом сезоне, этот сезон у вас выдался таким, как на американских горках. Мы вот сейчас за кадром с Димой это обсудили, что туда-сюда по настроению вас мотало. Но тем не менее, в основном золото главных стартов этого сезона у вас. Если подводить итоги, если взять все аспекты, и сложность исполнения, и прыжковый турнир, на котором вы тоже прекрасно себя показали, мы видели огромное количество замечательных попыток четверного у вас там, не все получалось, но тем не менее, в общем и целом, этот сезон для вас какой? Однозначно хороший. Надо только сделать небольшие выводы о том, что надо быть поувереннее в себе. Вот сегодня, например, мне просто не хватило наглости в четверном выбросе. Надо было просто вот пойти на него как в омут с головой, короче, честно говоря. Саша, не надо, в омут как раз-то примерно-то и отправилась. Надо, наоборот, идти уверенно на выезд, Саша, не надо так. Ну, в общем, просто поувереннее надо быть, как-то в себя до конца верить, верить в своего партнера, но в партнера я не сомневаюсь, вот, и просто быть как-то позлее, наверное. А что нужно сделать для того, чтобы быть позлее и поувереннее? Всегда же есть причины и следствия. Просто так это же из серии «болеешь, не болей». Вот не уверена, будь поувереннее, это же так не работает. Есть какие-то, может быть, твои личные способы, чтобы вот взрастить себе вот эту соревновательную, ну, давай честно говорить, злость, потому что в спорте без этого никуда. На самом деле надо выбросить просто лишние мысли из головы на заходах на элемент, потому что, честно, я сегодня заходила на каскад, у меня полезли какие-то сомнения в голове. Я, слава богу, успела их перебороть перед каскадом, и я этим очень довольна. В плане работы над собой. Да, было заметно, что ты между прыжками такая... Прыгать, не прыгать, прыгать, не прыгать. Там уже было в атаку. Нет, а так надо быть позлее вот в мыслях и, наверное, подходить к стартам с более холодной головой, а не как-то в плавающем состоянии. Более холодной головой. Давайте чуть-чуть поковыряемся в этом значении, в смысле. А что значит с твоей стороны вот с более холодной головой? И, например, твоя фраза, что быть более уверенной, не без каких-либо сомнений. Нет ли ты умеешь управлять вот этим своим состоянием?
ну, пока не всегда получается. В принципе, умею. А быть с холодной головой, это значит не эмоционировать, если что-то не получается в последнюю неделю перед соревнованиями. Либо, Сашуль, можно просто сотрудников попросить сделать похолоднее здесь на арене, чтобы тебе голову наоборот как-то нет. Тоже не вариант. Но мне импонирует очень вот эта связь между вами, и не только партнерская в плане фигурного катания, но еще и дружеская, и самое главное, с элементами юмора. Основной сезон позади, впереди только такие, можно сказать, выставочные турниры, где вас в следующий раз можно увидеть, ждать ли от вас новых программ. И, наверное, всех зрителей интересует, начинаете ли вы выбирать уже музыки для следующих программ, на следующий сезон? Безусловно, мы будем принимать участие в Кубке Первого канала. Потом, наверное, уже можно сказать, что мы примем участие в русском вызове. А дальше уже у нас планируется наш стабильный ежегодный тур Терри Тутберидзе. Поэтому я думаю, что нам предстоит еще очень много встреч с нашими дорогими болельщиками в разных уголках нашей страны. И не только. Я так понимаю, что впереди огромное количество всевозможных и в том числе очень мега артистических программ. Если честно, мне очень нравится именно финал последних сезонов, потому что после череды таких, ну, прямо крупнейших, очень серьезных стартов, как чемпионат России, как и финал Гран-при, дальше идут такие турниры, где можно, правда, расслабиться и можно поискать себя, в каком направлении дальше развиваться. Конечно, Кубок Первого канала 21-22 марта в Санкт-Петербурге, 4 апреля тоже Санкт-Петербург, это уже русский вызов. Такое, знаете, как после сытного обеда, вот такой десерт, потому что это праздник и для нас, и для... Можно вам вопрос задать? Легко. Вы будете принимать в этом году участие в русском вызове? Прекрасный вопрос. Алексей Константинович в последнее время, если раньше лет 10 мог планировать чуть-чуть хотя бы вперед, то сейчас я живу только сегодняшним днем. На данный момент ты можешь выдохнуть, пока нет в планах. Ну, хорошо, это хорошо. То есть у нас есть какие-то, у других спортсменов есть шансы занять какое-то... Вы же спортсмены с большой буквы прекрасно всегда знаете, что шанс есть всегда и у всех. Алексей Ягудин продолжает всех держать в страхе, даже спортсменов, спустя 20 лет после завершения карьеры. Если спортивная карьера, то только такая, как у Алексея Ягудина. Еще раз поздравляем вас. Мы желаем вам такой же красочной карьеры, наполненной кубками и всевозможными медалями, но золотым окрасом таким. Скажите, а вот все же сезон, что прошлогодний, что этот, плюс-минус, одни и те же соперники, которые выходят на лед вместе с вами, плюс-минус одни и те же города. Немножко есть ощущение, что как бы немного приелось? Или все же вы считаете, что каждый турнир — это что-то новое, отдельная страница и не только в вашей жизни? Я понимаю, вы, судя по вашим комментариям после Олимпиады, ну, разрывает изнутри. Конечно, хочется на международную арену, но мы пока здесь и отталкиваемся от того, что приходится переживать здесь внутренне. Ну, мы стараемся разнообразить для себя соревнования в России тем, что усложняем программы, какие-то новые элементы учим, пробуем себя в новых образах с новыми постановщиками. В этом году с нами начал работать Станислав Александрович Морозов. Это тоже для нас в новинку. Теперь это наш основной тренер. И что-то все равно всегда меняется. Каждый старт, он не похож на предыдущий. Но, конечно, уже есть небольшая усталость от соревнований исключительно внутри России, исключительно с ребятами, с которыми мы соревнуемся уже, ну, больше даже 4 лет, то есть это там 6. С Настей и Сашей мы вообще 9 лет соревнуемся. С пеленок, можно сказать. Да, на самом деле первый раз в Челябинске мы выступали с Димой ровно 10 лет назад на чемпионате России в 2016 году. Когда Евгения Медведева всех выигрывала с каскадом, который ей не засчитывали. Просто потому, что могла. У Алексея Николаевича юбилей. Сегодня у него день рождения. Соответственно, наверное, многих интересует вопрос, выступите ли вы у него на юбилее? Да, мы выступим. 11 марта будем выступать. Я там буду. Мы вас ждем. Ну, хорошо, что мы там места не разыгрываем. Да. А вообще хочется сказать, передать самые искренние слова поздравления Алексею Николаевичу. Это настоящая легенда фигурного катания. Это тренер нашей юности. Человек, который
направил нас в нужное русло, в русло парного катания. И я уверен, что без его советов, без его работы нас бы здесь бы не было. Но я бы еще хотел сказать по поводу предыдущего вопроса, по поводу международных турниров и всей сложившейся ситуации. Очень хочется, чтобы спорт, как говорит МОК, по-настоящему был настоящим лучиком надежды. Надежды, да. И лучиком Последнее надежды заявление. без двойных стандартов. Потому что, к сожалению, пока мы именно и это наблюдаем. Мы уже прокатались 4 года без международной арены, и пора нас уже туда возвращать. Мы Ну, вот там этим должны быть. Лучиком надежды, как и сегодня, подстать. Но такой день, все-таки день весны, и такой мягкий, добрый. И хочется, что вот эти лучики надежды все-таки коснулись каждого из вас. И в апреле, надеюсь, когда пройдет заседание МОК, все же как-то они примут решение, что все-таки дать зеленый свет нашему российскому фигурному катанию, да и всему спорту нашей страны, в целом выход на международную арену. Ну, Леш, я думаю, ты со мной согласишься, что мы с ребятами можем общаться многие-многие часы напролет, но я думаю, им нужно немного отдохнуть. Еще раз, да, поздравляем. После победы Самый поздравляем. заключительный вопрос. Я слышал, что дорожка шагов у вас была немножко скомкана вот сегодня в выступлении. Это шуточная ремарка, и что вы не так плотно работаете над дорожками шагов. Он засланный казачок, его попросили это спросить. Вы понимаете, что это не я подсматривал Ну, ваши во-первых, тренировочный дорожка процесс. шагов у нас была позавчера. В произвольной программе дорожки шагов у нас нет. Зато был великолепный Тодос на первый уровень. Но нам есть... Зато какой! Потому что мы хотели быть первыми. Вот. Вот и сделали первый. Ну, ребят, мы вас поздравляем, но для наших зрителей, конечно же, сюрпризы не заканчиваются. И своими эмоциями после произвольной программы поделилась пара Анастасия Мишина, Александр Галямов. Смотрим. Дорогие друзья, это был очень непростой сезон, и мне кажется, у вас все в нем было. Были и победы, и разочарования. Нет, побед не было. На Прыжковом была Локальные одна. победы, скажем так. Победы над собой и разочарования, были и недопонимания. Сезон очень сложный. И поэтому в такой чудесный светлый праздник, с которым, Настенька, я хочу вас поздравить. Я хочу вам пожелать, чтобы все негативное у нас осталось позади, а дальше вперед вы шли, шагали дружно, вместе, командой и только в хорошем настроении. Саш, помогите мне, пожалуйста, поздравить Настю. И давайте найдем для Насти пару теплых слов. Расскажите, какая она, я бы сказал, терпеливая. Настя, да, терпеливая, яркая, уверенная, надежная, хладнокровная и стойкая. Даже неловко стало. Я очень рад, что вы в таком настроении, что вы улыбаетесь. Я так понимаю, что сегодня вы пытались сделать ставку на спокойный, надежный прокат, но и сегодня что-то не получилось. Настя, расскажите, что могло пойти не так? На самом деле настрой был хороший. Мы вышли, у нас на разминке все получилось. И не было каких-то предпосылок того, что пойдет что-то не так. Может быть, конец сезона просто. В целом тяжелый сезон как-то вот не складывается. Какой итог этому сезону можно подвести? Не то, что он не складывается, а такой опыт, это же тоже опыт, и какая-то, может быть, психологическая трансформация происходит внутри вас. Вы взрослеете. Каждый сезон не может быть удачным. И до этого у нас 2 сезона были очень хорошие. И, например, вот после Олимпийских игр 2022 года следующий сезон у нас был на спаде, я бы сказала. И, может быть, хорошо, что этот спад происходит сейчас, и в следующем сезоне мы уже будем набирать. Саш, какие ближайшие планы, какие желания сейчас, что больше всего хочется, как эмоционально разгрузиться? Ближайшие планы. Мы с Настей выступим на дне рождения Алексея Николаевича Мишина. У него как раз сегодня день рождения, с чем мы его искренне поздравляем. Желаем благополучия, счастья и долгих лет жизни. А также, конечно же, у нас Кубок Первого канала, турнир по шоу-программам «Русский вызов». Поэтому у нас работы хватает, и как только приедем домой, возьмемся за дальнейшую работу и как-то забывать о фигурном катании, но нет никакого времени. Все-таки у нас также был большой перерыв после прыжкового чемпионата, и там можно было разгрузиться. Сейчас уже март такой очень плотный. Спасибо вам большое. Знаете, что мы, как болельщики фигурного катания, и ваши болельщики, всегда рядом, и после неудачи, и после победы, всегда готовы вас поддержать. Спасибо.
Ну что ж, а с нами сейчас двукратный олимпийский чемпион как раз в парном катании Максим Троньков. Человек, который знает абсолютно все. И как же сейчас не воспользоваться таким прекрасным моментом и спросить про итоги этого сезона, на твой взгляд, в общем и целом, как идет развитие парного катания нашей страны и, собственно, над чем нужно работать в будущих сезонах? Ну, прежде всего, говоря о развитии, это здорово, что появилась еще одна пара в Перми, Чекмарева-Янченков, которые все-таки навязывают конкуренцию нашим лидирующим двум дуэтам, Байковой Козловскому и Мишиной Галямову. В этом, наверное, главное развитие, что все-таки вот она, третья пара появилась, пара мощная, пара хорошо обученная, которая вот будущие 4 года, наверное, будет составлять лидером конкуренцию. Ну и наша русская классика, это Мишина Галямов, Байкова Козловский. Весь сезон Саша после этой своей травмы, эпопеи с проваленной предсезонкой пытался восстановиться, как-то вернуться в этот соревновательный тонус. И, казалось бы, на чемпионате России по прыжкам мне показалось, что ребята вот нашли себя, обрели какую-то уверенность, очень четко выполняли элементы. Здесь опять этого не случилось. Еще, мне кажется, одна ошибка ребят в этом сезоне — вернуть вот этого Элвиса, эту программу. Да, ее очень любит зал, но если отмотать назад, они с этой программой тоже проигрывали. Они не выигрывали с этой программой Байкова Козловского, вернули ее на этот сезон и опять весь сезон, получается, проиграли своим главным конкурентам. Нету чистого катания у пар. Вот это меня беспокоит. Сегодня ни одна пара чисто не откаталась. Кстати, ни одного чистого проката. С чем ты связываешь данное выступление? Большой перерыв после чемпионата России или просто уже усталость от достаточно насыщенного сезона? Мне сложно понять причину, почему пары не могут эти два злосчастных тройных прыжка выучить, тулуп и сальхов. То есть, казалось бы, ну ничего сложного. Валова, Васильев в 1984 году делали этот набор. И мы сейчас говорим о том, что нужно как-то вот напрячься и научиться прыгать сальхов или тулуп. Ну, не знаю, даже мне 12 лет назад я думал усложняться и прыгать флип, потому что, ну, как будто бы надо куда-то двигаться дальше. Если говорить о чистых прокатах, то наверное, Байкова-Козловский можно назвать этот прокат максимально приближенным к чистому, потому что, ну, одна ошибка на самом сложнейшем элементе ультра-си, который они единственные выполняют на четверном выбросе. Ну, за скобки вынесем этот элемент, тогда, может быть, вот один прокат можно ребят похвалить. Хотя потеря на Тодосе очень большая, и если бы было 2 чистых проката и проиграли бы Тодосом, ну, это прям было бы очень обидно. Ну а интрига на сегодня сохраняется. Совсем скоро на лед со своими произвольными танцами выйдут танцы, представители танцев на льду. Ну а пока что перед началом давайте посмотрим еще одно интервью Екатерины Чекмарева и Матвей Янченков. Друзья, вы знаете, я уже 7-й год работаю на большинстве турниров по фигурному катанию, и только сейчас хочу признаться, что на самом деле для меня фигурное катание всегда было на 2-м месте. Потому что никто и никогда не переубедит меня в том, что самое лучшее, что придумала наша вселенная, это женщины. Кать, мы поздравляем вас с Всемирным женским днем. Ну, о помощи здесь я хочу попросить у Матвея. Матвей, сформулируйте, пожалуйста, какие-то красивые слова, расскажите о том, какая Катя у вас прекрасная. Ну и всех женщин можно поздравить. Катя у меня очень интересная девушка, женщина. Она всегда красиво выглядит на любой тренировке. И характер у нее, вы бы знали. Обжечься можно. Я поздравляю всех женщин с 8 марта, свою маму, сестру и, конечно же, любимую мою партнершу Катю. А какое огромное количество женщин, девушек и девочек любят фигурное катание, любят ваш вид спорта. Давайте про него и поговорим. Я вас поздравляю еще с одним пьедесталом. Получается, на 2 главных турнирах в этом сезоне у вас есть медали. Довольны ли вы таким сезоном? Можно ли его в актив занести? Конечно, можно не записывать в актив прошлый наш сезон, потому что нас в нем не было. А этот сезон был хороший рабочий сезон. Мы залезли на 1-е место на Гран-при. Дальше, конечно, не удалось подняться выше 3-го места, но мы все равно довольны нашим результатом. Мы с вами после исполненной вами короткой программы обсуждали скорость вашу во время проката. Но, естественно, в длинной произвольной программе додержать ее физически тяжелее. Насколько сегодня с этим справились? И, в принципе, поподробнее расскажите о том, как прокат сложился. Не самый лучший прокат был все равно произвольной программы, но, в принципе, я довольна. Наверное, потому что это конец сезона, и недовольным быть невозможно. Настраивались также
ну, я лично настраивалась, что также насладиться прокатом. Первую половину это почти получилось, а вот вторую уже там больше думал, как бы доехать. Как раз таки не хватило немножко физики. Да. Видимо, просто уже подустали. Уже немножко отдыхать нужно. Конец сезона. Конец сезона, совершенно верно. Самые главные старты позади. Какие планы? Чего хочется? Весна, в конце концов. Хочется поучаствовать еще на Кубке Первого канала. Съездим, может, еще на русский вызов. Если нас, конечно, пустят. Ну, а так скоро отпуск. Да, скоро отдых. Смелее улыбайтесь, хвалите себя, вы это заслужили, вы большие молодцы. И нам всегда очень приятно видеть ваше фигурное катание. Успехов вам и растите над собой. Большое. Спасибо. Встречаем на льду участников первой группы. Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов, Москва. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. На Первом канале продолжаются трансляции из Челябинска, где проходит финал Гран-при России по фигурному катанию на коньках. И это танцы на льду. И это произвольный танец. И на комментаторской позиции рядом со мной мастер спорта по танцам на льду София Качушкина. И сегодня праздник, 8 марта. София, я поздравляю тебя. Желаю тебе большое. всего доброго. Тебе, всей твоей семье и всем танцоршам, танцовщицам в твоем лице, этим прекрасным девушкам, которые занимаются этим великолепным видом спорта. Благодарю. И хочется сказать всем доброго дня в первую очередь. И также поздравить всех представительниц нашего прекрасного пола, женского пола. И пожелать им сиять дальше. А у нас произвольные танцы, танцевальных дуэтов. И, честно, я больше всего люблю именно этот день, потому что развязка уже совсем близко. Сегодня точно будет жарко у нас на льду, очень солнечно при этом. И настоящий праздник. Именно этого праздника мы и ждем, и он будет в прямом эфире Первого канала. А у нас на льду первые 5 участников этого соревнования. Первыми из них будут Артем Фролов и Анна Коломенская кататься. Пара, прошедшая огонь, воду и медные трубы. Переход из юниорского спорта, где они блистали на пьедесталах, во взрослое катание оказался не таким легким. В какой-то момент пара даже распалась, но, по словам Анны, благодаря Артему собралась вновь. Ну, важные решения порой даются непросто. Сейчас пока 11-й после ритм танца. Тренируются с этого сезона Анна и Артем у призера Олимпийских игр Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой. Прекрасные в недавнем прошлом спортсменки, катавшиеся с Павлом Головишниковым, выигрывали этапы кубка, участвовали в финале. Такая команда тренерская трудится. После ритм танца они 10-е, слава богу. 10-й, да, потому что у нас 10 участников. Повыше, поднимаем уже повыше. Да. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин будут кататься вслед за ними. Это ученики Ирины Жук и Александра Свинина, бронзовые призеры юниорского финала Гран-при. Но их встреча, как-то бывает, чистая случайность. Милана вытащила Дмитрия из Оренбурга, куда он уехал от безнадеги, потому что поиск партнерши зашел в тупик. Сама Милана не так давно была одиночницей, но появился какой-то жуткий страх перед прыжками, и все говорили, что нужно в танцы. И Татауров, и Тутберидзе. И вот сейчас ребята в комфорте и друг с другом, и с тренерами Жук и Свининым делают свое дело с удовольствием и прогрессируют. На ваших экранах Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов. Полноценный сезон они провели.
после травмы, и какой это увлекательный сезон. Вот, быть может, одного призового места на московском этапе Гран-при не так много, но любовь зрителей, всеобщее внимание, яркие точные постановки, безусловно, рост, насыщенная работа, вот это все очень дорогого стоит. И, ну, еще в начале сезона они говорили в интервью, что просто хотят вспомнить, как вообще кататься, потому что до перерыва Варвара каталась прямо с травмой, со сломанным пальцем. И дай им всех Бог здоровья, и им, и тренерскому коллективу. Вслед за ними Екатерина Рыбакова, москвичка, и Иван Махноносов, еще один челябинский спортсмен, между прочим. 2 года назад были лидерами юниорского катания, безусловными победителями первенства. Второй сезон катается на взрослом уровне. В этом году были серебряными призерами московского гран-при, и вслед за Степановой и Букиным, между прочим. Это было очень красиво, убедительно. И если их ритм-танец — это абсолютный рок, то произвольное — это Восток. Как сказала Катя, я катаю змею, а Ваня у нас падишах. Вот такой вот получился небанальный союз. Спортсмены однозначно нашли друг друга, для чего им пришлось сменить немало партнеров. И в завершении первой группы Елизавета Шичина, родом из Уфы, и Павел Дрозд, родившийся в Санкт-Петербурге. 6-е после ритм-танца. Павел Дрозд весьма опытный партнер, 2-кратный призер чемпионата мира среди юниоров со своей предыдущей партнершей Елизаветой Шанаевой. А Елизавета Шичина может быть менее опытная, зато работоспособная, трудолюбивая, внимательная, что позволяет паре работать в творческом и техническом синхроне. И красивая. Очень красивая. Сейчас все, слава богу, все хорошо. Сезон прошел на высокой ноте. 2 приза на Гран-при, 6-е место на чемпионате. Причем, интересно узнал деталь, что Павел очень активно занимается еще и постановочной деятельностью, не только с танцорами, но и с великой командой синхронного катания «Парадис», ради которой он постоянно ездит в Санкт-Петербург и проводит тренировочные и постановочные сессии вместе с этими уникальными красавицами-девчонками. А также Павел знает очень много языков. Он это сам подмечал, и итальянский, и еще множество других. Поэтому Молодец надеюсь, какой. что сегодня их прокат, кстати, будет звучать многогранно от Дарио на всех Черезану, языках. который уверяет, что он на итальянском еле-еле говорит, только понимает чуть-чуть. Для исполнения произвольного танца Хорошо, на лед мы приглашаются начинаем. Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Анна Коломенская и Артем Фролов с тренерским коллективом Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой в этом сезоне нашли образ, который одновременно увлекает, волнует, но является комфортным для творчества. Да, это Кармен, как водится в фигурном катании, другая Кармен. И ритм, и образ, и ощущения.
Коломенска Артем Фролов под аплодисменты переполненного стадиона в Челябинске завершает свою произвольную программу. Надо сказать, что я вот читал в интервью, Анна рассказывала, что Анжелика Крылова прямо решительно сама сказала: будете катать Кармен. А ребята такие: ой, нет, может быть, не Кармен. Но когда послушали именно эту музыку, и именно эту вариацию, и начали потихонечку работать, поняли, что это вот совсем другая Кармен. Ну, ребята, Аня и Артем очень органичны в этом танце. Вот как по мне, он безумно им подходит. И важная деталь, что они катали уже танго, правда, в других немножко представлениях, но все-таки для меня их пара ассоциируется именно с танго. Вот они его прям представляют и показывают невероятнейшим образом. И зал поддерживал очень. Это аплодисментами во время всей программы. Вот как с середины они начали хлопать, так и продолжили до самого финала. Это вот умение комбинировать, оно очень важно. Да, есть танго, в котором они хороши, а теперь давайте найдем какую-то новую форму для этого танго и соединим, казалось бы, тривиальную Кармен с тривиальным танго, и получается нечто нетривиальное вот в этом соединении. И ребятам это очень идет. Яркое выступление. Причем как на чемпионате. Мы, конечно, с удовольствием смотрели на этот танец, так и здесь. Хотя, вот отмечаю, такое впечатление, что Челябинск в какую-то точку очень... Все силы отдали. Все силы отдали. Челябинск как будто точка очень далекая в плане акклиматизации, потому что есть ощущение, что тяжелые соревнования. У тебя нет таких ощущений? У меня есть ощущение, что я наслаждаюсь нашими танцевальными дуэтами, и оно у меня преобладает, поэтому предлагаю уже пойти посмотреть, что тут по технике. Вот сейчас мы видим дорожку на одной ноге, там обязательно исполнить 4 поворота, и спортсмены исполнили лишь 2 чистых поворота, как партнерша, так и партнер, поэтому получают 2-й лишь уровень за этот элемент. При этом он был исполнен очень близко, параллельно и одинаковая работа колена. Вот сейчас мы видим секцию твизлов на наших экранах, очень выразительный переход между 1-м и 2-м твизлом. И также спортсмены получают 4-й уровень как партнерша, так и партнер, потому что все черты сложности были выполнены. Идем дальше, смотрим на эмоции, ребят, не забываем про это. Красивая поддержка по прямой, и затем она переходит в поддержку с вращением, без остановки, одним движением. Как единое целое они ее делали, в хорошее продвижение, поэтому получают 2 4-х уровня и хорошую надбавку, даже не одну из, а самую высокую надбавку в своем танце, 2,50. Очень достойно. И вообще все уровни достаточно высокие. Дорожка 3-го уровня также у обоих партнеров. Бабушка, сестры, с 8 Очень марта хорошо. вас и всех девушек тоже. Поздравляет Артем всех девушек. И, ну, сегодня у нас целый день. Алла Викторовна, Влада. Всем привет, Миша. Целый день поздравлений у нас происходит. И это очень приятно. Готовятся тем временем. Мы видим в зоне разминки Василиса и Максим к своему выступлению во 2-й группе. А у нас результат Анны Коломенской и Артема Фролова 178 практически баллов. И это первый Для результат дня. исполнения произвольного танца на лед приглашаются Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. В шикарных исторических образах предстают в своей произвольной программе Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Клеопатра и Марк Антоний. Очень популярная была тема в Голливуде в середине 20 века. Оттуда, собственно, и музыка. А вот сейчас на льду как будто не только музыка, а и герои, и костюмы, и чуть ли не декорации растут вокруг. Так убедительно катается эта пара.
Произвольный танец — это всегда эмоции, всегда спектакль. Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин дали нам сегодня отличное представление. Правда, есть, конечно, вот чуть-чуть ощущение, я вот не знаю, откуда она берется на этом стадионе, эта тяжесть, как будто бы на первенстве было даже еще ярче, еще эмоционально, еще слаженнее, не было вот совсем пустых мест. Но, тем не менее, все равно уровень, конечно, очень высокий. Полностью согласна. И мне кажется, что это то напряжение, которое преобладает сегодня на арене, потому что действительно обстановка достаточно нервная, но при этом я не могу не отметить, какие у Миланы выразительные руки. Как она красиво ими управляет во время всего своего танца. Прям кончики пальцев, все дотянуто, все очень органично. Есть, значит, да, недочеты, про которые сейчас говорят тренеры. Говорят, улыбайтесь. Что не так было? Да, Милана даже попросила прощения у своих тренеров, потому что твизлы, секцию твизлов спустили на 2 уровня партнерши, с 4-го на 2-й. И вот сейчас мы на экранах прям видим, отлетела у нее свободная нога. А в секции твизлов у нас есть 3 черты, которые надо обязательно соблюдать. Это группа А — руки, группа Б — это ноги, и группа С — это либо сложный вход, либо 3-й твизл. Вот у ребят мы видим 3-й твизл. Если вдруг не выполните черту Б, то автоматически уровень снижается с 4-го на 2-й. И вот ноги как раз-таки отвечают за ту группу Б, как я уже говорила, поэтому отлетела у Миланы, к сожалению, нога, и сразу понизился уровень. Это печально, потому что твизлы, конечно, очень показательный, очень важный и очень дорогой момент. Это правда так. На наших экранах сейчас очень красивая поддержка по дуге. И вход какой. Да, это комбинированная быстрый, поддержка. Ход сложно считается и по партнеру, и по партнерше. Это одна из тоже характеристик, которые надо выполнять. И спортсмены ее выполняют, поэтому получают 4-й уровень, 2 4-х уровня за этот элемент, так как это комбинированная поддержка. Ну и вот здесь 13 с лишним баллов они зарабатывают за эту поддержку, благодаря еще и судейской надбавке в 2 с лишним балла. Единственное, еще дорожка понизилась. Вот у Миланы изначально стояла на 2-го уровня, сейчас стала 1-го. Всем привет, всех с праздником 2-го. женщин, маму, бабушку, люблю вас очень сильно. Маму, бабушку всех поздравляет Дмитрий в ожидании своих оценок. За исполнение произвольного танца Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин набирают 107. И они всего лишь на 0,5 балла, даже не на 5, на 0,3 балла опережают своих соперников в произвольной программе, ну и остаются впереди на первой строчке Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Варвара Жданова, Тимур Бабаев. Тимур, по признанию Варвары, великолепный актер, который может сыграть любой персонаж. Тем же отвечает партнерша и сам Тимур. Они очень скромные и взаимно уважительные ребята. И это чувствуется не только в интервью, но и на льду, на тренировках, в выступлениях. И вот их программа на музыку из кинофильма «Жестокий романс». Это настолько точное воспроизведение оригинала актерское, что мурашки бегут по коже. 8-е место после ритм-танца Варвара Жданова, Тимур Бабаев, Смирнов.
Я словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо в любовь волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любовь, где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье, но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь, весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье, бывает счастье. Мохнатый шмель, надушистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна на рассветный ползая песок. Прекрасное, конечно, театрализованное действо. Сидишь вот и вот так вот голову кладешь на руку под цыганскую песню и грустишь и смотришь на эту грустную историю двух людей. Потрясающе это делают, конечно же, Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Просто потрясающие ребята. И при этом они сами получают удовольствие от того, что они делают. Во время всего проката, несмотря на то, что где-то было тяжело, где-то уже прям, было видно, что ребята боролись сами с собой. И несмотря на это, выдали сегодня очень яркий, очень зажигательный прокат. Особенно вот зал, когда начал поддерживать, ощущалась эта атмосфера. И тренеры танцевали вместе со своими спортсменами. Сейчас послушаем, что скажет. Красноречивее любых слов объятия. Это так. Ну и хорошие уровни, я смотрю, в том числе вот и на твизлах. А что по шагам на одной ноге? Вот сейчас мы видим дорожку на одной ноге, и у партнерши она оценена технической бригадой на 2-й уровень, у партнера на 3-й уровень. Очень глубокие были ребра, одинаковая работа колена, все как должно быть. Я для себя отметила, что сегодня еще глубже были ребра, чем на том же самом первенстве страны. Ну, а вот когда глубокие ребра, зачастую страдает скорость, как у ребят в этом отношении. У ребят сегодня все было хорошо.
Не могу сказать, что что-то пострадало, а наоборот только хорошие уровни мы Кроме видим. зрительских сердец. Да, зрительские сердца были тронуты. Какое продвижение вперед было на этой поддержке комбинированной, мы с тобой отметили, да? Всю площадку проехали они на этой поддержке. По дуге, а потом вращательной. Сейчас мы видим выразительную хореодорожку ребят. И уже финал программы. При этом действительно очень высокие уровни. Прям... Дорогие дамы, поздравляю вас всех с 8 марта. Спасибо, что вы у нас есть. Вы делаете каждый наш день намного краше. Спасибо вам. Поздравления от Тимура для вас всех, дорогие обнял дамы. от себя. За исполнение произвольного танца Варвара Жданова, Тимур Бабаев. И они получают на 2 балла больше за произвольную программу, чем Милана и Дмитрий. И находятся на первой позиции. На 4 балла обгоняют их по итогу 2 программ. Для исполнения произвольного Классная танца пара на лед Алексеевой и приглашаются Кустаровой на льду. Рыбакова, Екатерина Иван Рыбакова Махноносов. и Иван Махноносов. 7-е после ритм танца с отставанием в 2 балла от ближайших конкурентов. Их произвольная пронизана атмосферой Востока, а пластика змеи — это акробатические навыки их тренера Дениса Ионова. Умение извиваться и карабкаться незаменимо в танцах на льду.
такое гипнотическое катание. Да, завораживающее, особенно первая половина программы завораживает, а потом взрываются трибуны, потому что ребята входят в такой танцевальный раш и в таком хорошем ритме, да еще и с акробатическими элементами. Конечно, немножко расстроены. Сейчас мы видим даже это на экранах. Не все получилось так, как оно хотелось бы. И сама Катя понимает, что и потеряли уровень, и на вращении прям была видимая ошибка, к сожалению, допущенная, которая не останется без внимания технической бригады в том числе. Да, я думаю, что и судьи тоже не похвалят за это вращение. Но это деталь, а в общем и целом, конечно, это интересная программа, с которой они были призерами московского этапа серии Гран-при. Начиналось все вообще в очень таком хорошем ключе, да, и эмоционально, и технически. Очень магически, в том числе технически, магически, по-всякому это начиналось, но это было очень красиво, и ребята были собраны. И вот первый мы видим сейчас хореографический слайд, за который максимум можно получить первый уровень. Там оба партнера должны касаться одной частью тела льда минимум 2 секунды. И ребята выполнили его очень хорошо, получили достойную надбавку. Дорожка на одной ноге. 3-й уровень у обоих партнеров, то есть 3 поворота были исполнены чисто, а это очень здорово и профессионально. Да, 3-й уровень — это прям лидерский уровень, да, для дорожки на одной ноге. Вот сейчас мы видим то самое вращение, касание было ноги у партнера, уже снизился уровень, -1 позиция. И плюс нельзя во вращении подставлять 2 ноги. То есть можно перешагивать сколько угодно, но стоять на 2 ногах категорически запрещено. И вот понизили даже до 1-го уровня вращения технической бригады, потому что не проследили позицию. И также касание 2 ног — это очень грубая ошибка для этого элемента. Да, прям катастрофическая, учитывая то, что вращение 4-го уровня будет стоить, стоило бы где-то в районе 7 баллов, то за это они получают... Ну и плюс еще надбавка, не забываем. 2 с копейками. Да, потому что в минусовой зоне. Но при этом стоит отметить, что несмотря на ошибку, спортсмены до конца программы пронесли то самое настроение, с которым они во второй начали. половине программы, даже вот как-то больше настроения дали и ритма. Молодцы. Не сдались в этой ситуации сложной. А можно определить, вот, на ком ответственность во вращении? Или это коллективная ответственность? Они катаются в паре, поэтому Все, понял. ответ такой. Ответ такой. И 2-е место у них по произвольной программе. Но по сумме 2 программ они опережают более чем на балл Варвару и Тимура. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Как говорит сам Павел, история императора Николая II и балерины Ксишинской – это сюжет, который можно прожить только на основательном житейском опыте. 10 лет назад я бы такое не смог катать, сказал фигурист. Да, судьба закрутила. Хорошо, что можно выразить в танце. Елизавета Шичина и Павел Дрозд на льду под музыку Марко Белтрами.
Ну вот, про Елизавету Шишину и Павла Дрозда я могу сказать, что сегодня, по-моему, как никогда они катались. Ох, какой просто пандопад сейчас происходит на катке. Валятся панды милые и нам на голову, и на лед, везде. Довольны своим прокатом спортсмены. Пойду и мы подниму счастливы. несколько панд, чтобы они не остались за кадром. Большие молодцы, ребята. Прям очень выразительный прокат, очень красивые линии, очень красивые спортсмены. И сегодня они прям всех себя оставили на льду и очень точно выполняли все повороты, очень близко, очень, по-мастерски, профессионально. С таким размахом и с таким чувством они катали эту программу, что я прям вдохновился сегодня. Это очень-очень классный прокат. И учитывая то, какая идет серьезнейшая борьба и за каждый балл, не только в технике, но и в компонентах за третье место, то это, конечно, очень важное выступление. Ну, бог знает, как там сложатся обстоятельства. Хорошо. Ну, правда молодцы. Правда молодцы. Да, сегодня прям вообще. И очень-очень высокая техническая составляющая у этого дуэта. Во-первых, твизлы. Да, как близко. Я думал, они сейчас столкнутся. Прям как так можно вот еще с поднятой ногой делать такой элемент? Просто какая-то лазерная точность, можно ее так назвать, без единого сбоя. Очень параллельно. Хорошее продвижение у элемента. И как вот единое целое они вращались в этой секции твизлов. Каждый поворот делая синхронно. Сейчас дорожка на одной ноге, очень глубокие дуги, очень хорошие ребра и третий уровень у обоих партнеров. Прям молодцы. Очень высокая надбавка за поддержку комбинированную, которую мы сейчас видим на наших экранах. Вторая позиция, второе положение вращения было очень хорошее продвижение также исполнено, поэтому и надбавка соответственно такая высокая. Как рады мы видеть вот такое катание, в том числе у Елизаветы, у которой так непросто были периоды, складывалась спортивная судьба, и так все это тяжело было и для здоровья, и опасно. Ну, господи, какое счастье! Эти два кудрявых человека нашли друг друга, и слава богу, они это сделали. Знаешь, кстати, говорит, что особенно закучерявился после армии. Говорит, как меня побрили на лысо один раз, так вот потом кучеряшки пошли прямо невероятным ростом. Очень органично это с Елизаветой сочетается, так что слава богу, что они такие пошли. Слушайте, ну прекрасные оценки. В одной только произвольной программе они опережают своих ближайших конкурентов, которые уже выступили, на 12 баллов. И по сумме двух программ чуть-чуть им не хватило до 200, до гроссмейстерского уровня. Поздравляем и их, и тренерский штаб. На льду участников второй группы. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, Москва. Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Александра Степанова, Иван Букин, Москва. Разрешена 5-минутная разминка. Потрясающе интересные соревнования происходят в произвольном танце. В финале Гран-при России по фигурному катанию. Челябинск в восторге от тех соревнований, которые у нас здесь на стадионе. Мы в восторге. Трибуны переполнены. Вы видели, какое количество игрушек было выброшено на лед во время предыдущего проката. Здесь сейчас настоящий праздник фигурного катания.
На льду следующие 5 пар, и это сильнейшая группа, и здесь сильнейшие танцоры нашей страны. Первыми будут кататься Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Софья переехала из Кирова в Москву в 13 лет, одна, без родителей. Сейчас учится на тележурналиста в школе телевидения Останкино, мечтает о карьере ведущей. Накануне, несколько дней назад, 5 марта, отметила свой 21-й день рождения. Даниил родился в один день с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. До перехода в танцы 12 лет занимался одиночным катанием. Тренеры Свинин и Жук называют Софью и Даниила самыми начитанными спортсменами в интервью. Но я только не понял, то ли на свете самыми начитанными, то ли на их памяти. Но это не важно все равно, потому что главное, что люди читают. У группы есть свой регулярный психолог Жанна Симак. Так вот, она называет пару саркастичной по стилю их взаимоотношений и способа решать проблемы. Лучше же просто перевести в шутку, не так ли? Александр Свинин, Ирина Жук. Следующими за ними выступит Елизавета Пасечник из Нижнего Новгорода и родившийся в Италии, но считающий Россию своим домом Дарио Черезана. Яркая, добрая, неутомимая пара с огромным фанатским сообществом. Вся их жизнь — танцы. Елизавета раньше занималась джаз-модерном, выступала на чемпионатах международного уровня, была неоднократным чемпионом России. Дарио — прекрасный партнер, но очень-очень долго искал себе напарницу. Ну и, конечно же, есть рассказ о том волшебном моменте, когда впервые встали в пару, и все было замечательно. Ну и вот когда смотришь на такие дуэты, то по-другому себе не представляешь. Тренируются у Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой. Некоторые, кстати, путают, что Людмила Алексеева — это дочка Светланы Алексеевой. Так вот нет, дочь Светланы Львовны — это Елена Кустарова, а Людмила совсем недавно вообще была Сосницкой, как я и говорил ранее, а сейчас в замужестве с прекрасным тренером Академии Плющенко Сергеем Алексеевым и поменяла фамилию. Вот такая приятная путаница. Опытные спортсмены Екатерина Миронова и Евгений Устенко были победителями финала Гран-при в 2022 году, а ранее бронзовыми и серебряными призерами. В этом сезоне выиграли бронзу в Красноярске, были победителями Гран-при в Омске, кстати, на родине своего тренера-хореографа Кирилла Алешина. Но не случилась главная награда на чемпионате России в родных стенах юбилейного. Но пара выдохнула и продолжает работать. Тренирует их замечательные специалисты. Мама, партнерши на ваших экранах Елена Соколова, ученица Татьяны Лавейко и Игоря Долгушина, которая каталась в шоу после окончания карьеры. А теперь, вернувшись на родину с осени 2009 года, работает тренером по танцам в Питере. Рядом с ней всегда верный напарник Кирилл Алешин, ученик Елены Николаевны, чемпион мира среди юниоров с Анастасией Скопцовой. Второе место после ритм танца у прошлогодних победителей финала Гран-при Василисы Кагановской и Максима Некрасова. Не так давно Василиса, кстати, выиграла финал еще и в паре с предыдущим своим партнером Валерием Ангелополом. Удивительная по энергетике партнерша, тем занятнее читать ее интервью о детстве, когда она не хотела заниматься одиночным катанием, поражаясь скорости носящихся вокруг девчонок-одиночниц. Но вот уже с 12 лет ведет самостоятельную жизнь в Москве, переехав тренироваться к Анжелике Крыловой, и влилась в жизнь школы. А теперь какая-то невероятная коллаборация двух тренерских коллективов, Горшковой и Крыловой. Это совершенно поражает. Для достижения такой гармонии спортсменам, конечно, немало пришлось поработать и над подгонкой техники. Ну и в завершении сегодняшних соревнований группа Александра Жулина представит произвольную программу Александры Степановой и Ивана Букина. Наша выдающаяся пара. Пятикратные чемпионы России, двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. В этом году выиграли 2 этапа Гран-при, чемпионаты, и все без каких-либо даже вопросов. Взрослые ребята, 17 лет вместе, несколько лет как отец и мать прекрасных детишек. Свои семьи у них. Ну а тренирует их серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин, катавшийся с Майей Усовой, а также Петр Дурнев, один из 2 российских технических специалистов уровня ИСУ. Перфекционист и трудоголик. Знаю не понаслышке, потому что мы вместе с Петром Дурневым когда-то комментировали вместе фигурное катание. И это, конечно, было отдельное приключение. Чувство юмора в этой группе тренерской, конечно, играет огромную роль. Оно зашкаливает.
даже сейчас Ваня над чем-то там шутит. И вчера он уходил с разминки, шутил, и сейчас шутит. Вот прям Для исполнения произвольного неугомонный. танца на лед приглашаются Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Очень плотная конкуренция за третье место в финале Гран-при. И это еще в отсутствии Анны Щербаковой и Егора Гончарова. Вот великолепные спортсмены. Софья Леонтьева и Даниил Горелкин занимают 5-е место, но отстают от 3-го всего-то на 2 балла. Немного подвела оценка за технику в ритм-танце. Их произвольный танец самобытен и выделяется из общего репертуара. Очень эффектное окончание, эмоционально. Вот оно, катание со вкусом.
И пара это постоянно что-то пробует новое. И у них были разные программы, и в каждой этой программе есть своя история. И очень важно заметить, что несмотря на то, что сезон уже потихоньку подходит к концу, ребята все равно дорабатывали свою программу. И, к примеру, обратимся даже к костюмам. У Сони такие детали, как перчатки, появились леопардовые, затем юбка у нее тоже с нотками леопарда теперь. То есть даже после чемпионата? Ничего, молодцы какие, да. Каждая деталь важна. Улучшаются. И не только в катании, но и как бы внешне тоже себя преображают и делают все лучше и лучше. Да, это прекрасное тоже выступление на очень хорошем техническом уровне. И вот есть какое-то свое лицо у ребят, абсолютно свое. Смотри, кровь. Да, они младшие. На руке. Поранился. Ну, посмотрим. Давайте повторы. Отличная игра. Вот сейчас мы видим секцию твизлов на наших экранах. Первый твизл был очень близко, хорошо выполнен. Ребята немного поменяли переход между этим элементом. И сейчас он выглядит чуть-чуть по-другому, но при этом это не мешает им делать этот элемент на 4-й уровень как партнерши, так и партнеру. Все черты сложности были соблюдены. Все было в продвижении параллельно, хорошо, так как оно должно быть. Сейчас хореографическая дорожка, очень яркая, где очень много деталей, нюансов, за которыми надо следить, чтобы все это было параллельно и отточено. И ребята это сегодня делали, и делали как одно целое. Да, большая синхронность, конечно, высокого уровня. И практически по всем элементам тоже высочайшие из тех уровней, которые мы могли бы предположить, да. Комбинированная поддержка по дуге и по дуге на оба 4-х уровня была выполнена. Там очень красивый и сложный выход у партнерши колесом таким, и партнер тоже на одну ногу встает. Супер эмоционально. Аж отклонился назад. Понятно, что Да, это было да. движение, но это было настолько по-живому, что будто бы он Мне показалось, что они ударились, что так резко сближение происходило, но вроде нет. Слава, Полина, Влада, Андрей, всем привет. Всем моим любимым девушкам. Всем передает привет. Ну и смотрите, по произвольной программе, прежде всего по оценке за технику, они проигрывают Елизавете Шичиной и Павлу Дрозду. И да, и по сумме 2 программ они на полбалла отстают и занимают на данный момент 2-е место. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Елизавета Пасечник. И снова Дарио Елизавета Черезанов. Пасечник и Дарио Черезанов 4-е после ритм танца. Им не привыкать атаковать, как и было на чемпионате России в конце года, где они в итоге выиграли бронзу. И отрыв снова небольшой, меньше балла. Главное сделать на максимум свою программу. Другой установки здесь и быть не может. Музыка Жюля Масне из оперы «Таис».
Quand j'ai parlé, je t'ai menti. Je t'ai menti. Le ciel, rien n'existe, rien n'arrête la vie que l'amour des hommes. Par toi, j'ai Браво! Браво, ребята! Как это было эмоционально. Захлестывают просто эмоции. Как это было быстро, стремительно, драматично, потрясающе. Вот очень классная программа у ребят, что к концу они набирают этот ход, эту скорость, и она ни в коем случае не угасает, а наоборот, как кульминация программы взрывает и их, и зал, и все кричат, что они молодцы, куча плакатов, игрушки, цветочки. Потрясающий сегодня прокат. Очень рады за эту пару в том числе. Но при этом не было никакой суеты. Все было очень спокойно и уверенно, с чувством собственного уровня, с концентрацией. С железобетонными твизлами сегодня. Слава богу. Мы держим кулачки каждый раз на этом элементе. Я обратил внимание, что тренеры Анжелика и Людмила тоже замерли во время этого катания. Обычно, когда мимо них спортсмены проезжают, Анжелика еще так вот руками подхлопывает, ну давай быстрее. Но сейчас, по-моему, не нужно было даже, как у Джерома, этот фокстерьер не нуждается в наускивании. К концу проката они так чуть-чуть быстро шли вперед. похлопали. Но это я уже в другую сторону смотрел тогда. Ярик немножко закупался. Молодцы, красавчики. Молодцы. Правда, красавчик. Правда, молодцы. Давай рассматривать в лупу сегодняшнее выступление. Честно, даже не хочется смотреть в лупу, потому что прям наслаждались всем прокатом. Смотрим, вот сейчас дорожка на одной ноге. 3-го уровня у обоих партнеров. Это значит, что 3 поворота были исполнены чисто. Какие эмоции. Это все та же дорожка на одной ноге. И твизл очень параллельный, близкий. Прекрасные дуги. 3-го уровня дорожка на одной ноге оценена как у партнера, так и у партнерши. Сейчас комбинированная поддержка с очень хорошим продвижением во вращении. Вау, 4 балла плюса почти что за поддержки. И все характеристики, как и сложный выход, все было
сейчас очень красивая поддержка на месте. И вот тут вот такой сложный выход из нее, потому что можно на нем спокойно допустить ошибку, но спортсмены делают Всё этот дотянули, элемент да? чисто, да, потому что там Лиза очень близко находится ко льду, и есть шанс подставить руку. Я очень всегда слежу за этим моментом, и даже на тренировках наблюдала, что спортсмены трепетно относятся к этому элементу. Вот те самые твизлы, Да, секция твизлов. с какими эмоциями они Очень их близко делают. были исполнены, 4-й уровень у обоих партнеров. И вот сейчас слайд был на наших экранах, как нежно спортсмены касались руками льда. Минимум 2 секунды, так что сделали этот элемент хорошо. Очень здорово. И вот их фанатская группа всегда с оригинальными какими-то постерами. Молодцы, ребята. Праздником! Держатся за руки в ожидании оценок, и они их уже видят, все свои технические баллы. И у них в том числе довольно-таки высокие компоненты. И они на 2 с копейками балла опережают в произвольной программе Шичину и Дрозда. И также на 3 балла впереди и лидируют сейчас. Но надо еще раз сказать, что Шичина и Дрозд сегодня, конечно, были потрясающие тоже. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Тонкая и чувственная программа Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. На уровне прикосновений и даже дыхания. Саундтрек из кинофильма «Она» с Хоакином Фениксом, который в главной и почти единственной роли. 3-й после ритм танца и напряжения на пределе. Hello, I'm here. Hi. Hi. It's really nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, what do I play? Do you have a name? Yes, Samantha. Yeah, where'd you get that name from? I guessed it myself, actually.
shiny place, but with you, my dear, I'm safe where a million miles away. Очень вдохновленная такая программа этим фильмом, настолько хрупкая композиция, в которой совершенно негде спрятаться. Такая тишина была на стадионе, если тут множество постановок давят басами и ритмом, то здесь вот все, пожалуйста, все на виду. И это, конечно, особые ощущения и особый риск ставить такую программу. Ну, это было однозначно катание со вкусом, не было ничего лишнего, все было на своем месте. Такое прям бархатное скольжение, кошачье, очень нежно, очень проникновенно катались сегодня ребята. И это прямо, ну, соревнование на вес золота, каждая сотая, каждая десятая. То, что сейчас происходит на ваших глазах, дорогие друзья. Стой. Дамы, всех с 8 марта. Уже успел поздравить Евгений Молодчина. всех Он, дам. конечно, настоящий кавалер. Это правда, так оно и есть. Ребята начали свою программу с очень зрелищной комбинированной поддержки, за которую они получают 2 четвертых уровня. 4-й за первую позицию, 4-й за вторую. На невероятнейшее продвижение было вращение исполнено. Позиции очень красивые там рассматривались. Сейчас секция твизлов на наших экранах. Они сделали ее со сложного входа. Это как раз-таки уже сегодня говорили про черты сложности. И вот эта 3-я черта, сложный вход. 2 четвертых уровня, как у партнера 4-й уровень, так у партнерши 4-й уровень за этот элемент с неплохой надбавкой. Большая надбавка за дорожку шагов. У них 3... нет, вру. Ну, конечно, за поддержку самая высокая надбавка. За ту первую, 4 балла, да. комбинированную. При том, что она выглядит как будто бы простой, я имею в виду, ну, для зрителей, без каких-то лишних изысков. Но вот такая аккуратная, очень стильная и в то же время сложная для исполнения. Но при этом они ее выполняют на пол-арены, я вам хочу сказать. Да, на таком ходу. В самом начале программы очень эффектно это смотрится. Очень проникновенное катание, конечно. Сейчас мы видели. И вы увидите Дамы, сейчас всех с 8 марта. оценки на ваших экранах. Мамуля, И все Дашуля. уровни. Второй уровень в дорожке на одной ноге у партнерши. И это единственный второй уровень в этой программе. Все остальное 3-й, 4-й уровень. Высочайшие оценки и минимальная разница. Минимальная в произвольной программе. Всего лишь 0,4, даже меньше 39 сотых. И они выигрывают с преимуществом в 1,5 балла у своих конкурентов Пасечник и Черезана. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Василиса Кагановская. Василиса Кагановская и Максим Некрасов сильно прибавили в оценках ритм танца за 2 месяца с чемпионата России. В технике больше 2 баллов, включая уровень дорожки и судейские надбавки, 0,5 балла в компонентах. Но прибавили и соперники Степанова с Букиным. Это серьезная битва. В этой схватке Кагановская и Некрасов выступают первые, как отстающие, пока на 1 балл и 24 сотых.
Потрясающая борьба, как это красиво. Сумасшедшее завершение программы еще одной в исполнении Василисы Кагановской, Максима Некрасова. Выложились на полную. Максим лежит аж на льду. И нет сил Да. ни на что. Это было очень красиво сегодня. И какие у Василисы руки выразительные. Прям как будто порхают крылья бабочки, а не руки Василисы. И какое же, я не знаю, вот как ажурное исполнение. И такая наполненная и драматизмом, и элементами, и шагами программа, в которой нет пустых мест, есть только движение вперед и взаимодействие двух партнеров, двух душ. За каждый элемент сегодня идет чудовищная борьба. За каждый уровень, за каждую оценку. И за каждую сотую. Это правда. Сейчас послушаем диалог спортсменов и тренерского штаба. Великолепные, вы были великолепны сегодня. Ой, просто шепотом начали. Все выдержала, все дело, получила огромное от всего удовольствие. Наконец-то. Макс, красавчик. Я тебя обниму. Молодец. Поздравляем тренеров. Ну, я вот сразу обратил внимание, ну, давай, это ладно, это в середине программы, давай по элементам. По элементам дорожка на одной ноге, которую мы сейчас видим на экранах, сначала была у партнера оценена на 4-й уровень. То есть поначалу техническая бригада посчитала, что все 4 поворота были чистейше исполнены. Сейчас, к сожалению, снизили на 3-й, у партнерши также 3-й. Вот поддержка комбинированная, которая первая с вращением, она на 4-й уровень. А на месте снизили на 3-й уровень. То ли была небольшая остановка. Вот техническая бригада решила снизить тут 1 уровень. При этом поддержка по прямой, которую мы сейчас видим, на 4-й уровень была исполнена. Очень красивый сложный выход. Партнер на одну ногу, партнерша на одну ногу. Это характеристика выполнена. Максим Троньков доволен программой. Одухотворенно наблюдает за катанием. Секция твизлов 2 4-х уровня. Как у партнерши, так и у партнера стоит 4-й уровень. Очень близко был исполнен этот элемент. На огромной скорости и продвижении вперед. Очень интересный переход между первым и вторым твизлом. Ведь сейчас у нас не обязательно вообще касаться между первым и вторым твизлом, но при этом ребята показывают свой креатив. Невероятный переворот, который взрывает весь зал. Но я вот обратил внимание, что вращение у них на чемпионате России было 3-го уровня. Здесь они сделали его 4-го уровня и получили больше за него оценок. А вот в поддержке они получили чуть меньше, потому что одна из поддержек, как ты уже сказала, была оценена на 3-й уровень. Но таким образом, смотрите, оценка за технику, мы уже сейчас можем это видеть на экране, она на 1,5 балла больше, чем у них была на чемпионате России. Плюс еще прибавка несколько десятых в компонентах, и они получают 128 баллов за свою программу. Ну, конечно же, они на 1-м месте, и это чуть-чуть больше, чем на чемпионате России 2 месяца назад. Примерно на 1,5 балла. Рада, что вы так вообще были Для исполнения произвольного танца на лед Ну и в приглашаются завершении сегодняшних соревнований Александра Степанова и Иван Букин. Программе, которая пронизывает вас до глубины души. Орфей и Эвридика из оперы «Глюка». Это такая тонкая работа.
Браво! Браво! Прекрасные Саша и Ваня. Лидеры этого турнира, лидеры нашего фигурного катания, наших танцев. Несправедливо совершенно лишенные международной арены спортсмены, которые достойны самых высоких ступеней пьедестала во всем мире, в любой точке этого мира. Как они сегодня катались. Просто потрясающе. Просто потрясающе. Такая мягкость, такая... Легкость в том числе. Как будто бы они не касаются этого льда вовсе, а просто потихонечку продвигаются мимо нас, мимо всех своих соперников. Просто потрясающе. Мы стоя, Софии аплодируем сейчас нашим любимым спортсменам. Какая чистота линий, как они чувствовали друг друга на протяжении всего танца. Вот как вот ниточка, вот эта история. Просто потрясающе. Хочется орать. Орите. После трансляции. Браво. Ваня в таком настроении. Спасибо. Как всегда, спасибо. Это было прям до мурашек. И высочайшие уровни ставит техническая бригада спортсменам. Начиная от секции твизлов, которая сейчас на наших экранах. Очень хорошая надбавка. И 4-й уровень как у партнерши, так и у партнера. Мягкие руки. Все было. Вот даже, что вот сейчас говорить об этих элементах, да? Давай вот в общем про то, как это достигается, чем все эти элементы и каждое их исполнение отличается от любых других конкурентов. Конечно, это огромный труд, и все-таки я не могу не подметить, что у Саши за дорожку на одной ноге стоит 4-й уровень. Даже на чемпионате страны был 3-й, а сейчас 4-й, у Вани 3-й. И, конечно, это колоссальная работа, и сколько всего ребята проходят, преодолевают каждый день. Алла Викторовна, здравствуйте. Алла Викторовна Шиховцова, технический контролер уровня ИСУ и специалист многолетний. Прям сегодня был прокат до мурашек. Слушай, да каждый раз вот до мурашек, и каждый раз думаешь, не может же быть, что и через 2 месяца мы встретимся, и опять будет так. И оно опять так, и с таким драйвом. Причем оно не так, оно по-другому, но так же сильно и так же до глубины души продирает. Сергей Георгиевич для вас держал позицию до конца. Сергей Георгиевич, передаем вам привет. Ваня для вас держал позицию. Ура, поздравляю. Счастливые люди. Александра Степанова, Иван Букин. Белая зависть. 131,85 И они впереди на 3,5 балла в произвольной программе. И на 4 с лишним балла, почти на 5 по сумме 2 программ. Они победили. Молодцы. Ха-ха-ха. Да? София, поздравляю тебя с сегодняшним днем. Поздравляйте с 8 марта. Поздравляю с тем, какой вот подарок нам сделали сегодня фигуристы своим катанием. Большинство из них были просто великолепны. Но вот отдельно можно отметить Шичину с Дроздом. Пасечник, Черезана тоже молодцы. Миронова, Сустенко прекрасные. Кагановская, Некрасов в такой надрывной борьбе. Как это здорово. И, конечно, Степанова, Букин. Просто бальзам. Это София, сегодня поздравляю. Это сегодня было просто феерично. Это было очень красиво. И, как я уже говорила неоднократно, действительно до мурашек и прям затронули душу. Спасибо. И мы идем общаться с Иваном и Александрой в праздничном настроении.
Завершился произвольный танец, и здесь у нас... Здесь у нас бегают танцоры перед камерой, а танцоры-победители сидят у нас же не в студии, конечно же, без интриги, но зато как красиво. Александра Степанова, Иван Букин в этот прекрасный праздник, Международный женский день, одерживают очередную свою победу и делятся с нами эмоциями. Ваня, кому посвящаешь свою победу сегодня? В первую очередь, Какой конечно, женщине? Я в первую очередь хочу от всего сердца поздравить всех дам с 8 марта, пожелать вам любви, счастья, чтобы вас окружала только забота. И главное, будьте здоровы. С 8 марта, с праздником вас. По поводу проката, очень хочется передать, наверное, свои впечатления, потому что я очень рад, что после не совсем довольного нам чемпионата России мы смогли откатать здесь гораздо лучше, получить от этого проката удовольствие, сделать то, над чем работали. Это очень важно. Это такая ценная нота в конце сезона, что вот прям даст очень много сил для работы и чтобы идти вперед. Сашуль, вот Ваня сказал, что вы здесь откатались лучше. А что вы для этого сделали? Для того, чтобы увереннее выходить, для того, чтобы действительно получить удовольствие. Вот чем отличается этот старт, например, от чемпионата России? Ну, ты правильно подметила вот про эту уверенность. Действительно, когда тебя что-то сковывает, и не то чтобы ты в чем-то не уверен конкретно, а это, знаешь, как такой какой-то страх, непонятно перед чем, потому что мы же делаем все равно каждую тренировку эти прокаты, эти элементы. И все равно на соревнованиях получается так, что ты нервничаешь, что-то вот ты себе там надумал. И, ну, как бы чемпионат России, в принципе, такой нелегкий старт, хотя короткую программу мы откатали очень здорово и по ощущениям, и по оценкам все было здорово, но в произвольном нам действительно не хватило какого-то, ну, не знаю, злости, наверное, чтобы вот эта злость, она была сквозь вот эту неуверенность, я бы так сказала. Вы, Вот, кстати, здесь... вторые победители за сегодня, которые говорят именно вот эту фразу, что нам не хватило где-то злости, нам не хватило наглости. Вот Саша Байкова перед вами тоже сидела и говорила, что вот четверной выброс сегодня не получился, потому что не хватило этой злости. А где ее брать? Вот спортивная злость, это что? Вот конкретно для вас? Ну, тебя же все равно побуждают какие-то, не знаю, действия, наверное, твои же. Ты злишься на самого себя в первую очередь, что ты не смог сделать как бы свой прокат таким, каким ты, ну, хотя бы средний от того, что ты делаешь на тренировке. Это как минимум. Вот. А как максимум, конечно, должен быть плюс старт, и этого всегда хочется. Поэтому ты злишься в первую очередь сам на себя, что ты не сумел. И это тебя еще больше подстегивает, и, конечно, ты уже выезжаешь и хочешь сделать все на максимум, все с партнером, с эмоцией, и действительно насладиться, потому что очень важно именно, наверное, в танцах на льду, очень важно именно наслаждаться друг другом и растворяться друг в друге вот ну, как бы на льду в программе. Но сегодня не злитесь на себя, все получилось, все в порядке? Нет, Жень, вообще, на самом деле, я очень сегодня доволен. Я прям доволен. Мне хватило того, что вот мы сегодня сделали. На данном этапе хочется уже начать готовиться к более сложным соревнованиям. А у меня немножко такой хулиганский вопрос. У вас есть момент в программе, когда вы подъезжаете к бортику перед хореопоследовательностью, и он очень классно попал в трансляцию, как Алла Викторовна Шеховцова за вами следит. У тебя никогда не было желания что-нибудь там сказать «здравствуйте» или «как дела?» спросить с 8 марта сегодня? Я тебе больше скажу, я сейчас ехал, и она прям на меня смотрит, и я такой, я хотел, ну, здравствуйте, реально хотелось сказать вот так, но на самом деле нет, но забавно мы ржем, что если там прокат не задаст, то в этот момент можно сбежать под бортиком куда-нибудь, потому что ты уже присел и все, и закончили программу. Но на самом деле, да, это вот сейчас такой прям забавный момент получился. И на самом деле Алла Викторовна тоже очень хорошо отыграла, прям на меня такая смотрела, и я понял, что вот нельзя сейчас хуже сделать, чем я делал это на тренировке сегодня с утра. А насколько часто вы во время проката как-то так незапланированно общаетесь между собой? Вот наверняка бывают моменты, когда что-то идет не так, или один из партнеров чувствует, что ну тяжело сегодня, и может быть вы как-то там друг другу говорите, что держи меня сильнее. Саня вот у нас может реально мне что-то говорить, там держи, стой, там не знаю. Дыши. Да, я обычно все делаю руками.
То есть я ей там куда-то ее поведу или наоборот приотпущу. Он меня может, ну, как бы сжать посильнее, например, или наоборот как-то сделать так, чтобы я немножко пришла в себя, чтобы, ну, как сказать, не тускнела в программе, а чтобы я немножко взбодрилась. И очень часто, на самом деле, ловлю себя на мысли, что я, когда смотрю на Ваню, и я вижу его взгляд, но я все равно его очень... И так все понятно. Да, и так все понятно, и прям через глаза пытаюсь ему что-то сказать иногда. Это, ну, такие интересные, на самом деле, моменты. Конец сезона. Ваши планы, где мы сможем вас увидеть? Может быть, русский вызов? Совсем скоро. Традиционный турнир. А вы украшение любого турнира? Русский вызов, да. 100%. Нам очень нравится там участвовать. Это какая-то такая особая атмосфера. И на самом деле я хочу заметить, что вроде бы это показательный номер. Но ты выходишь, когда на лед, ты нервничаешь так там. Я не знаю, вот именно вот то, что Мне там кажется, происходит. это самый нервный турнир сезона вообще. Кстати, многие говорят Вот про это. ты вроде бы, ну как бы, это такие условные соревнования, но ты так переживаешь, ты так хочешь выиграть или хочешь что-то еще лучше сделать. Это очень круто. Спасибо огромное. Но ближайший у нас у Алексея Николаевича будет день рождения. И мы там будем 11 Алексея Николаевича сегодня день день рождения, да. Поэтому мы его поздравляем с юбилеем Да, еще будут, раз. Да, просто будут шоу, получается, да. 11 числа. Вот мы будем 11 числа в Питере выступать с Иваном, да? Да. И, кстати, у нас есть небольшое видео для Алексея Николаевича. Давайте его посмотрим, а потом вернемся к ребятам. Что сказать тебе, Алексей, в твой замечательный юбилей? Бросал ты меня в подкрутках, надежно в поддержках держал, всегда был вежлив, опрятен и меня как партнершу уважал. Не опаздывал на тренировки и на стартах никогда не дрожал. Поэтому о паре Москвина-Мишин вскоре весь мир услыхал. Поздравляю! Очаровательное поздравление от Тамары Москвиной. Вот кому, как не ей, поздравлять своего, ну, я даже не знаю, как сказать, не то что партнера, напарника по делу. По делу всей жизни вместе катались, потом вместе воспитывали, ну как вместе, Нет более в одной сборной иконичной воспитывали пары, чемпионов. чем Москвина и Мишин. Я честно восхищаюсь этими людьми, я восхищаюсь ими. Вот все, что можно вложить в это слово, я вкладываю, потому что они невероятные. И я поздравляю Алексея Николаевича Мишина с днем рождения. Я хочу вам пожелать оставаться таким же и будьте здоровым, и всегда будьте таким же позитивным, немного хулиганом, как вы всегда такой. И спасибо вам за все, что вы делаете для фигурного катания. С днем рождения. Да, действительно, с днем рождения. Ребят, еще раз поздравляем с победой. Уверенный сезон, осыпанный золотом. Ребята абсолютно счастливы. Совсем скоро награждение. И мы, ребят, отпускаем к ним готовиться. А у нас пока еще интервью не заканчивается. Совсем скоро мы услышим, о чем же спрашивал Игорь Прудников ребят-призеров. Во-первых, дорогая Василиса, я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Вряд ли когда-то вас поздравляли с 8 марта в эфире Первого канала. И сейчас это сделает великолепный Максим Некрасов по моей просьбе. Макс, расскажите нам, пожалуйста, почему она такая классная и за что мы все Василису нашу любим? Потому что, вот честно скажу, она настоящая. То есть она никогда не соврет. У нее всегда искренние эмоции. Если что-то ей нравится, значит ей нравится. Если нет, это полностью нет. То есть нету такого, что ну чуть-чуть там, ну нет, вот такого нет. Вообще Вася очень классный человек. Прям обожаю его. Это правда. А за что мы любим вас обоих, это за то, как вы отдаетесь прокату. Сколько драмы у вас в этой произвольной программе. Я удивляюсь, как у вас слезки не текут по щекам. Эмоционально сегодня было идеально? Ну, скорее, да, чем нет, скажем так. Как бы мы все спортсмены очень самокритичны, естественно. Все всегда знают, над чем еще нужно работать, что нужно добавлять. Но сегодня мы в целом всем довольны тем, как по эмоциям проехали, и в техническом плане тоже. Все было хорошо, все задуманное было сделано, так что все супер.
Конечно, спортсмены сидят в Тисенкрай, волнуются, ждут баллы, которые выставят наши многоуважаемые судьи. Но есть еще одна оценка. Когда вы еще на льду после проката крики трибун «молодцы, молодцы». Это значимый показатель для вас? Да, особенно когда зал реагирует прям вау, чтобы было. Вот сегодня было прям вау, и на России вау, и сейчас, то есть это было очень круто. У вас же в каждом важном старте в этом сезоне, если не ошибаюсь, получается медаль. Какую черту можно подвести? Можно ли этот сезон занести в абсолютный актив для себя? Я думаю, что да. Сезон был очень хорошим, очень эмоционально наполненным, приятными эмоциями, слава богу. Вот. Поэтому действительно было очень много крутых моментов, которые остались и останутся надолго в нашей памяти. Сезон запомнится 100%, как минимум нашими двумя крутейшими программами, которые мы любим всей душой, и тем, как мы их катали на соревнованиях. Какие планы дальше и чего сейчас очень хочется? Василис, если что, ответ про бутерброд с икрой, но вы не принимаете, иначе я вам в следующий раз, ей-богу, его привезу. А что, я не Кубок Первого против? канала? Привозите. Тогда черт два. 2 бутерброда с икрой тебе, ставка Всё, повышается. договорились. Но запакованные. Договорились. Спасибо вам большое, мы вас поздравляем. Спасибо. Растите над собой и наслаждайтесь этим видом спорта. Спасибо. Спасибо большое ребятам за комментарии. Ну а прямо сейчас на льду состоится церемония награждения спортивных пар и танцев. Да, вы еще раз увидите своих любимцев. Обязательно смотрите награждение, не переключайтесь. А завтра тоже присоединяйтесь к нашей трансляции в час дня по московскому времени, в 13 часов по Москве. На лед выйдут одиночники и продолжат свою борьбу. Не переключайтесь и смотрите фигурное катание на Первом. Увидимся с вами в эфире. С вами была Женя Медведева и Максим Троньков. Всем пока! Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала Гран-при России по фигурному катанию на коньках в парном катании. Победителями турнира стали Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Второе место заняли Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start it over, don't you So don't you mess with me. Yeah.
Обладателями бронзовых наград становятся Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Медали победителям и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган. Цветы победителям и призерам вручает вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Николаевич Кананыхин. Фотография на память. Наши поздравления победителям и призерам. Традиционный круг почета.
Дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения победителей и призеров финала Гран-при России по фигурному катанию на коньках в танцах на льду. Победителями турнира стали Александра Степанова, Иван Букин, Москва. Второе место заняли Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Обладателями бронзовых наград становятся Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Медали победителям и призерам вручает вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Николаевич Кананыхин. Цветы победителям и призерам вручает генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Ильич Коган.
Фотография на память. Наши поздравления победителям и призерам. Традиционный круг почета. Дамы и господа, на этом церемония награждения завершена. Завтра произвольную программу представят участники соревнований в женском и мужском одиночном катании. Начало в 15 часов. Спасибо за внимание. Всего доброго!